Я сейчас проверю. Ага. Пошло. Кстати, у меня автоматически не обновилось. Я сейчас проверю. Да, все пошло. Сейчас, секундочку, чатик. Пошло. Боже, где я говорю, чат? Вот, все. Я в двух окошках сразу говорил. Так, секундочку, сейчас быстренько кое-что делаем и будем начинать. Здорово, народ. Там, по идее, до трансляции еще как бы осталось у нас, типа, рестрима 15 минут. Сейчас пока попиздим с вами, пока как раз вы тут собираетесь. Но давайте сейчас, короче, можете писать, что вы ожидаете. Что вы ожидаете? Я, честно говоря, не жду десятку, скажу честно. Я не жду десятку. Так, сейчас я быстренько анонсик сюда. Так, анонсик. Где? Ага. Так. Анонсик. Вот сюда. И... Да, подтвердить Discord давай. И последний анонсик у нас вот здесь. Бум. Блин. Фак, не то скопировал. Все, чат, я полностью с вами. Так, вас открываю. Так, себе самому открываю, то вы видите трансляцию, а я нет. И будем обновлять страницу периодически. Но пока ни хера. Пока ждем. Пока ничего не началось, можем посмотреть, что тут на Твиче происходит. Бум, можем так сделать. Так вот, чат. Я, честно говоря, мое ожидание, давайте пишите, короче, ваши ставки. Особенно с того, что появился сейчас еще ролик про Льва, я, честно говоря, думаю, что хер нам ГВА не анонсирует десятку. Справедливости ради, последний раз, когда они анонсировали новую редакцию, это был май. Но тогда редакция выходила на месяц позднее, чем как бы сейчас по слухам значится. Поэтому, возможно, редакция выйдет у нас, типа, анонс будет в апреле, поэтому еще на месяц раньше. Вот, но тут как бы хрен его знает. Но сейчас посмотрим. Еще, кстати, интересно, давайте чатик, у нас более интересная тема, пока все равно сидим. Кто здесь, давайте пишите, что вы еще не ложились спать или вы уже проснулись рано просто. Давайте чатик, кто что. Кстати, кто там тоже параллельно смотрит, скажите, когда заработает, мало ли, чтобы я тоже не пропустил. Но пока не работает. Да, пока не в сети. Будем периодически обновлять, потому что они чуть иногда раньше начинают. Кстати, как вам мое ночное тут сетап, ночное освещение, мое ебало? Нужно оно вообще вот такое большое или можешь поменьше сделать? Обалдеть, стрим в светлое время суток. Ну, у меня еще не светло, у меня еще темно на улице. Тут мне что-то написал ВК. Сейчас проверю, секундочку. Вдруг что-то важное, но я не думаю, что что-то важно. Вот кто-то на работе, да, у кого интересно, какой часовой пояс? У кого какой часовой пояс? Мне интересно, чатик. Потому что, для нашего часового времени, конечно, время максимально. Опа-на. Дануц прилетел от Жабкера. Хераси. Жабкер, говорит, закидывать. Чё заказ? Я проснулся минут 5 назад, мне через 40 минут на электричку выходить, а тут такое. Если заговора не будет, поставлю дизлайк. Ну, посмотрим.
Мое мнение ни хера не будет. На самом деле, говна пирога поедим сегодня и все. Посмотрим на нового льва, например. Ну, вообще на льва. Ух, все, пошли вы спамить, зря я спросил, все. Так вот, я, честно говоря, ну, типа, по ожиданиям, по моей аналитике, как бы, видите, а я знатный аналитик, сегодня не должно быть анонса. Знаете, как я вас байчу хорошо, да, я говорю, ребята, вы здесь собрались для того, чтобы у нас не было новой редакции. Вот, но мое мнение, типа, редакции, кто-то тоже из Москвы сидит, да. Ну и вот, кстати, Жабкер уже тоже у нас здесь находится. Жабкер, спасибо тебе, кстати, большое. Вот, в Тае 10 утра, круть. Но это уже нормально, это уже нормальное время. На самом деле, я считаю, что чё-то ГВ ёбу дало, честно говоря, с этими трансляциями по времени, потому что если посмотреть, ну, типа, они ориентируются на Америку, да, но в Америке сейчас достаточно поздний вечер. Ну, типа, то есть обычно трансляции проводят как бы пораньше мальца. В Европе, где как бы вообще курная аудитория их сосредоточена, все еще вроде бы как Европа приносит больше прибыли, чем Америка, сейчас, блядь, ночь, вообще ночь, вот прям глубокая ночь. И вот, типа, у нас, ну, типа, раннее-раннее утро, для кого как там. Вот, Москва, вот уже 5:51. Что там, кстати, не стартануло у них все еще? Стартуйте, блядь, ГВ, сука. Не стартует. Чат пока не стартует. Вот. Дело было так, после стрима я пошел спать, шел до 5 утра, паял подсетку пещеры члена, кокпита видно, и типа поспал немного. Мое почтение. Возможно, донат прилетел сейчас на другой аккаунт. Кто скинул у нас сейчас другая ссылка в описании, и там другой этот донат, кто прикинул. Я потом смогу посмотреть. Звук я слышал доната, но не знаю, что там пришло. Спасибо тому, кто бы ты ни был. Вот. Японцы у них. Ну, бля, японцы один из самых вроде у них всратых рынков, типа, я вот сильно сомневаюсь, такие, блядь, давайте трансляцию с важного мероприятия проведем, блядь, из этого, для японцев, вот с чего бы, с чего им это делать, они сумасшедшие, что ли? Так вот, что я сейчас ожидаю, короче, я говорю, смотрите, моя ставка такова, никакого нахер новой редакции не будет сейчас. Анонса. Типа, по идее, если верить, если сопоставлять все факты, то я без звука смотрю. Бобень рядом спит. Дарт Фокс. Ты, надеюсь, слышишь мое шептание тебе на ушко. Вот. Наушничек нет, что ли? Ну, понимаю. Так вот, если мы сопоставляем типа факты, которые у нас сейчас есть, то получается, что в прошлый раз у нас редакция стартовала в июле. Сейчас пока что все говорят, что редакция должна стартовать в июне. Многие, в принципе, сейчас говорили, что очень подозрительно, что ГВ долго не дает никакой инфы про новую редакцию, но если посмотреть, опять же, относительно девятки, девятку ГВ заанонсила в мае. Это был 24 или 23 мая, если я правильно помню, когда они показали, что вот новая редакция, и все такое, опа, что-то начинается, обновляем. Вот. Так вот. Опа, на стартинг сум. Смотрите-ка, что. Понеслось. Вот. Тогда делаем full экран. Все, смотрим. Вот. И тогда, получается, у нас как бы был май. Если в этом году анонс редакции произойдет раньше точнее, редакция выходит раньше на месяц, девятки, то можно предположить, но это на самом деле такие косвенные доказательства, что редакцию они анонсируют тоже на месяц раньше. Но месяц раньше это апрель. Это апрель, это не март. Вот, поэтому и сейчас нам ждать, возможно, новой редакции не стоит. Тем более нам затизерили льва, и, типа, скорее всего, лев будет. По кеку, конечно, могут быть фолины, но это будет прям ор. Миша, ты сомневался, что ГВ сумасшедший после стольких лет с ними? Нет, в принципе, не сомневался. То есть, на самом деле, как бы это я сейчас вангую, никаких адекватных, как бы,
подтверждения моих словам нет. То есть, типа, это я просто пытаюсь в аналитику, которая на самом деле подтверждения, которой нет. Это просто пук в лужу. Вот, но на что вам еще ориентироваться? Больше не на что, и мне тоже. Вот. Да, я по времени смотрю. Ну, то есть я смотрю очень много народу, кто у нас очень много народу, кто у нас живет дальше, получается, как бы на восток, да, в чатике, кто вы сидите, кто обычно как раз, кому московское время очень неудобно для трансляций. Блин, может, в чатике перейти, кстати, перейти на трансляции в ночное время? Могу, знаете, что сказать? Вот что классно. У меня интернет, заебись, работает в ночное время. Вообще, вот, ну, в смысле, связь с Ютубом, связь с Твичом вообще идеально. Могу стримить куда угодно, можем игры проходить. Вы что, не спите? А мы вот анонсики смотрим, что-то такое будет, что посмотрим. Почему цифры Диаблы у Starting Soon? Да хер его знает, шрифт прикольный просто. Как бы со времен... Блин, слушайте, а этот шрифт появился во втором Диабле или он все-таки был в первом еще? Я вот вспомнить не могу. Во втором 100% было, вот первый я не уверен. Мужики не спят, ждут анонсов ГВ. Да, ждем анонсов, блядь. Где наши анонсы, блядь, ГВ, давай. Начни стримить в 5-6 утра. Ну, даже можно где-то там в 4 ночи уже нормально. Ну, пиздец, я буду жить ночью, да? Будет интересно. Привет из Омска. Здорово, Омску. Чатик, давайте перекличку. Кто из каких городов? Кто из каких городов сейчас нас смотрит? Кто не спит? Какие города в основном не спящие? Ну, то есть я понимаю, что все равно основная масса людей находится в Москве, но в Москве неудобнее всего сейчас, наверное. Опа, и кошка пришла. Кошки интересен анонс. Кошки интересен анонс, чатик. Кошка пришла. Ты жирная кошка. Ей интереснее анонс от ГВ. ГВ анонсирует закрытие сороковника ИОС 2.0. Это будет гениально, это будет просто outstanding move. Никто не готов. Иркутск, Владивосток, Воронеж, Алматы, Пермь, Чита, Красноярск, Ростов, Токио. Интересно. Это байт на донаты. Ой, Жабкер, прости, сейчас прочитаю тебя. Тверь, Северск, Новосибирск, Якутия, Ростов-на-Дону, ЕКБ, Москва, Тобольск, Екатеринбург, Магадан. Ого, Москва, Сыктывкар, Пермь. Якутск уже полдень, да. Ну, вон там 2 часа. Магадан вообще есть, как бы люди из Магадана, из Новосибирска, там как бы у вас... Ну, кто-то из Токио вот говорит. Может быть, из Токио. Кошка, моргни, если тебя держат заложник. Когда Красногорск как 10 минут от МСК. Что? Не, я понимаю, у нас есть кто здесь рядом находится. В любом случае, все-таки, ну, как бы, в Москве в целом больше людей живет, и в Москве в целом, ну, как бы, чем в многих городах, да, и в многих даже многих вместе взятых. Но все равно, вот видите, сегодня у нас много людей из других городов. Миша, рядом с тобой темная алги хасит. Передавай привет Азраилу. Азраил, привет. Азия. Силуэт. Чат, вам, кстати, нормально синий цвет? Я сейчас сделаю. У меня подсветка синим цветом. Хотите сменю подсветку? Могу другой цвет. Гениальный маркетолог еще в том, что в статье анонс стрима на Твиче они даже не оставили ссылки на Твич. Сам ищи... Да, это я вообще орал.
А еще, я не знаю, сейчас это работает или нет, но у них последнее, как бы, ты заходишь на Warhammer Community, сейчас проверю, кстати. Сейчас проверим. Ренат закинул. Опачки, спасибо тебе, Ренат, говорит. Это был я, просто меня кинул не на ту ссылку. Ссылку род видео не знаю, это только моя проблема или ссылка не та под видео. Блин, по-моему, должна быть сейчас та. Ну, все равно спасибо тебе, Ренат, спасибо тебе большое. Сейчас проверю. Опа. Чат, перестала музыка играть. И ровно 6 утра. Ну, по Москве. Синий Михаил, дед не пей. Оставь синий, голубой. Так, чатик, пропала музыка. Сейчас они должны появиться. Надеюсь, блядь. Все, у них заработало, да, у них, короче, была просто висел лендинг на, ну, типа, вывеска сверху на Warhammer Community, но она не работала. Я орал с этого, теперь работает. Второй раз почему-то раз проигрался донат от Рената. Спасибо тебе еще раз, Ренат, за то, что донат проигрался дважды. Миш, а музыка твоя или на стриме? На стриме. Я не этот вон звук сейчас выключил. Вон. Не дадут ли сами распечатаем и правила придумаем, да. Не, ну, было смешную идею, кто-то писал, реально будет, вот, ну, типа, знаете, это действительно просто, чтобы просто очко подорвать многим, но и такой, типа, хайп все-таки, если они сейчас возьмут и выпустят именного ДПху Фолинов сегодня. Типа такие, хуяк, смотрите, что, именной ДП Фолинов, все такие, что, ебать, вы нормальные вообще, ГВ. Михаил, отличный комментатор, как радует как радуется пропавшей музыке, да. Типа, ебать, чат, музыка пропала, сейчас что-то будет... Блин, а уже минута, кстати, где они? Опять донаты приходящие, непонятно куда. Все ждут льва, а выйдет Лютер с Альфарием. Все же, да, Лютер... Блин, кстати, Лютер с Альфарием было бы круто. Не знаю, куда там прилетел донат, но спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Давайте, кстати, я пока посмотрю, от кого донаты прилетали, куда. А где Денис? Денис спит. Он обещал вообще прийти, но когда он знал, что в 6 утра, он сказал, что, скорее всего, не придет. Ну, то есть он сказал, что придет в 7. Если трансляция будет идти до 7, то Денис придет. Алло, звонить ГВ? Смотрите. Китайское искусство войны. Алло, блядь, ГВ. Где искусство войны? Ну вот я говорю, да, Марбокса могли бы выпустить. Если бы Марбокса выпустили, я бы орал. Это, с одной стороны, очень странный ход, с другой стороны, блядь, какой умный ход. Ждем анонс примархов енотика. Да, будет смешно. Hello and welcome to the Warhammer preview coming live to you from Adepticon 2023. Говорят, добро пожаловать вам на стримчанский с Адептикона. Говорит, смотрите на моего бойфренда Майка и свои там гейстигер. Ты что сказал, простите, не буду больше такой херни. Гослек кинул, спасибо тебе, Гослек. It is run by a passionate group of volunteers and folks who just love everything that is Warhammer, and we get to see over 1,000 of them in the room here and share everything we're about to go through with everyone on the line. I'm buzzing at the chance to get to do it. Ну, говорят, что типа это самый крупный ивент по Вахе в мире происходит, и они такие радостные, это очень типа импрессив. And some other people kind of round the edges. Really, really cool. Some awesome stuff we got to show off, and we get to show you guys who are watching along on the stream all that stuff in just a few minutes. I can see. Короче, говорят, очень много всего крутого будут показывать. Вот сейчас и они нам это, собственно, покажут. Given the fact that it's like 3 a.m. in some of our core demographic here of this for this show. Absolutely, yeah. So do let us know where you're tuning in Блять, from, guys. они идиоты, они сами говорят, для нашей корной аудитории сейчас 3 часа ночи, заебись. Ну, блять, вы чего, у вас все в порядке? It's pretty late in the US, we're here at Central Time, it's already past 10. Eddie here was probably still getting over the jet lag. You were in the UK just yesterday. Yes, absolutely. Yeah, we had an interesting flight over. It was not without incident, but it's all good. We're here now. Бедный чувачок, этот Эдди, он еще из самолета. Loads of people. It's going flying by so fast. We've got the UK. There's some people, loads of the US, Denmark, Europe, China. All sorts of places. So the Shire I see in there as well. So thanks for tuning in, guys. We've got a really, really cool show. We've got loads of really fun stuff. Ой, простите, я вам выдвигаю случайно эти менюшки. If you guys have got any theories or any things you particularly looking forward to Герман, seeing, ты говоришь, я хороший, типа, ведущий, посмотри.
Люди за сколько? За 4 минуты трансляции произнести слов в 8 раз больше, чем я произнес за последние полчаса, при этом ничего не выдали, вообще никакой информации, никакого бита, просто в воду налили. Гениально. Adepticon, obviously, a huge part of the event scene. An inspirational part of the scene, frankly. For Warhammer, you are. Ну опять, короче, Adepticon заебись, короче, это важно. Well, so говорят, что значит для тебя Adepticon? And I've been here many times. I came here many times before I joined Games Workshop, but it really inspired me into the sort of event side of the hobby. It's inspired me to run events of my own. It inspired me in how I've approached Warhammer when it comes to engaging with the community in person. Ну, короче, вдохновляет проводить свои ивенты, тили-тили, тролливали. Without the community, Warhammer is nothing, and without ну, короче, типа без комьюнити Вархаммера вообще не было. Говорят, откуда вы, с какой бы вы страны не были, советую вам посетить Adepticon, если вы не из России. Последнее добавлено от меня, они не говорили этого. 18-й Adepticon тоже. I really can't do it justice by sharing about it verbally. I have to encourage folks, take a look at the coverage over the next few weeks on Warcom as we post the various different images and whatnot. And if you've never made the journey yourselves to the mecca that is Adepticon, make it one year. Come say hi to us. Eddie and I will be on stage. Кстати, я вот, бля, ну он реально ничего полезного не говорит. Мне, знаете, что интересно? Кстати, кто вообще понимает, что они говорят? Насколько нужно мне переводить, пытаться на синхронно? Бля, походу этого Эдди так же бесит, как и нас, то, что они какое-то ебучее время выбрали для трансляции, потому что он тоже возмущается, что происходит. So, the lion has returned. A brand new Primarch has returned. Короче, говорят, лев возвращается, типа новый примарх в Сорокете. Ну, короче, некоторые эти ожидали. Ну, блядь, конечно, когда анонсили ролик со львом. Чем мы еще могли ожидать? 10,000 years old. He is. He hasn't been sitting comfortably in stasis for 10,000 years. Yeah, probably on like a stone slab as well. So it doesn't sound very comfortable, actually. I don't want to talk about that, Eddie, at this point in my life. Fair enough. Well, so let's have a look at the Короче, шутят so про льва. We've got some shots of it. Absolutely phenomenal miniature. Early contender, I think, for miniature of the year. Говорят, офигительная минька. Не могу не согласиться. В принципе, сделано очень круто. On one of our live streams.
Сделано и every правда inch of очень this круто. model is just dripping with detail and iconography and just the raw, Говорят, cool засрано все gothic деталями, aesthetic of the Dark иконографией, всяким говном. И, кстати, от себя замечу, что при том, что здесь дофига деталей, при этом выглядит очень красиво на самом деле. То есть нету никакого перегруза, ничего вот этого. And I gotta tell you, it was one of the better kept secrets of the studio. I could not see it myself for until I think вот говорят, что типа старались сохранить секрет, потому что примарх новый выходит, ну, Лев конкретно, и никого ему не показывали. Could have been about anything. Who knows? So loads of really lovely details to talk about on this miniature. So we'll go through some of the highlights. Показывает двух женщин похотливых в балахонах. This is not the Lion Sword. The Lion Sword is still with Cypher around the Galaxy somewhere. At some point, maybe they'll meet again, but it's not this day. Меч все еще, да, у него меч не льва. Ну, как бы это, блядь, смешно звучало, потому что меч льва сейчас у Сайфера. Watchers in the dark. These are the kind of shadowy forms that follow key Dark Angels characters around, and there is no more significant character than the Lion himself. And they kind of whisper to him in the darkness and kind of give him hints about where he might best. Ну, короче, два пиздюка под СО заходят, и ему там типа говорят: лев, 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 соси члены. Ладно, так они ему не говорят, но что-то подобное есть. Короче, Желеман спиздил меч императора, а это щит императора. Это щит императора, чат. Он спиздил щит императора. Ну, в принципе, достойно, молодец. Other details on him there, you can see that the details on his armor are effectively scaled up, more ornate, elaborate versions of Space Marine power armor. So he's definitely still fundamentally a Space Marine, right? He's a leader of a Space Marine Legion, and all the iconography of the Dark Angels in some capacity is kind of incorporated into his armor. Ну, там про символику рассказывать, пока ничего не особо интересного. He's clearly got that green element of the Dark Angels, but there's sort of that original sort of darker hue to the main armor plates as well going on in the way that it's Да, кстати, говорят, что у него, правильно замечают, у него цвет брони другой, не такой, как у Дарк Ангелов. Классический сейчас считается в Саркете. Comes from the forests of Caliban. That's where that green color scheme comes from. And the black was kind of their original first Legion color. So the green of the Dark Angels Legion was incorporated when the Lion joined, basically. So it's a nice little touch that he's kind of got some of that hue into the paint scheme. У него, типа, они постарались, короче, в броне, видимо, о, виде бошек. Бля, ладно, бошки очень крутые все. Я даже, честно, я не люблю вот эти вот шлемы без... Сейчас чуть потише их сделаю. Не сильно люблю голову без шлемов, но офигительно все смотрятся. В шлемах, конечно, мое почтение. Капюшончик, кстати, очень крутой тоже. Головы хороши прям. Да, потихоньку император разбирает, скоро до кусков не останется. Да, правильно, следующий примарх будет воевать телом императора. Потому что оружие уже заканчивается. In the helmet of their Primarch. So some really cool options. And the Lion is a complicated character, right? So he's got a really interesting relationship with the Imperium, with his brothers, with his own chapter, with his commanders under him. So he is this kind of multifaceted, interesting personality, and you can kind of choose which of those you like and which ones you associate with and make the model to fit. Какой чат, какая башка больше нравится? Давайте слева направо просто по номерам. Первый, второй, третий. Какая больше нравится? Мне, наверное, больше всего третья все-таки. В капюшончике, в шлеме. This model comes out alongside Arcs of Omen Book 5, which is the culmination of the Arcs of Omen Выходит с пятой series. книжкой Arcs of The book Omen. is called Arcs of Omen: The Lion, and it will chronicle the finale of the story of the Arcs of Omen, which will see ну это финал a huge showdown всего effectively Arcs of between the Omen forces будет. of Chaos and the forces of the Imperium. On the Imperial side, you will have the Lion alongside. Смотрите, они some of the прикольно, они Dark делают Angels, его все-таки поменьше chapter, Желемана, потому что and some of напоминаю, their что... successors, and you'll have Dante, and you'll have some of the Blood Ой, Angels, блин, у so меня some of наушники the садятся, капец. angels, Чат, basically, надо angels of наушники быстро darkness перезарядить will, тактически. stand against the forces И of кошку chaos. разбудить, к On the сожалению. chaos side, you've got Abaddon, you've got Vashtor, you've got Angron. So it's going to be a huge showdown. Надо наушники перезарядить. So on the screen right now, you can see kind of how the Lion scales up against some of the other key models that you'll see him alongside. So they're against an intercessor, so you can see quite a lot bigger than a standard Space Marine.
and against Reboot Gulliman, he's the same scale. So he is a Primarch, they are brothers. Neither of them was known to be particularly larger than their brothers, so they are pretty much the same size. They're standard Primarch. Everyday run-of-the-mill Primarch Absolutely. that you see around the well, corner on he's usual original Saturday and best, mornings. some would say, for the Lion. Indeed, it's true. His rock looks a little less tactical. If anyone is going to stand on a rock, it's going to be the Lion. Всё, я It does вернулся seem в like чатик. what he does is a standard It's approach kind of to his life. jam, right? Так вот. Never without a good pun when it's needed. So Он this is чуть-чуть поменьше Желимана. the artwork Он that comes чуть-чуть on the поменьше cover Желимана, of как раз это Arcs of логично, Omen потому book что... 5, В смысле, поменьше не по kind of высоте, а close-up по on the ширине, Lion. потому You что can see Желиман, that he напоминаю, в has специальной a броне, so которая для as far as поддержания его the жизни существует. narrative timeline is А, concerned, ну, у Льва, Gulliman has ну, been просто in все-таки stasis броня, for most of the вот. last 10,000 years. So when И he comes он не out, такой жирненький, fresh-faced, типа. bright-eyed, Прикольно. bushy-tailed, maybe only a few centuries old. The Lion has literally been alive for all 10,000 years. So that's what a Primarch looks like. Just a very long nap. It's a really, really long cat nap indeed. А, и, кстати, уточняют, что типа Желиман, он все-таки не 10 тысяч лет прожил, он типа в стазисе лежал же, да? А Лев, он именно прожил 10 тысяч лет, вот поэтому он так выглядит, типа, как дед. Yeah, he's pretty old. Yeah, he's pretty old. But he does have that kind of like ancient, venerable veteran knight errant sort of thing. So you can imagine that kind of character. And this is what happens in the Arcs of Omen basically, is that he is wandering through the Imperium Nihilus, taking on monster hunting, basically. Да, десятка после книги Льва. When he was a knight of Caliban. His primary calling. Yeah, wandering out into the dark forests to take down the monsters that haunt the darkness. And we saw that in his quote, his focus being on teaching them to fear the darkness in which they dwell. Yep. Так, чат, новые миньки видим? You can kind of see how he scales versus some of the other units. So, you know, he's looks pretty cool next to a Redemptor. Ну, кстати, прикольно, он не выглядит огромным. Он не выглядит огромным. То есть он как примарх, но он не прям космос огромный. Has a little bit of all of the bits of the Dark Angels. So if you want to paint him, you could certainly add some bone color, some black color, some green, and have him as the absolute centerpiece of a Dark Angel. Начал подбирать ему противогаз, да. Антон, надо подбирать противогаз сразу. Yeah, I think this is going to be a painter's treat. У Льва Inner Circle будет, если не будет, будет очень странно. There are some shots from Arcs of Omen book 5. So we can see here the Dark Angels and the Blood Angels fighting against. Ну, это опять же из книжки последней будет. First of Chaos, but Demons of Nurgle. Кстати, чат. А кто-то же сейчас может взять и забить в моей армии роль Льва. Чат, кто хочет занять в армии моей роль Льва? Вы знаете, что это можно сделать? For those who've followed Warhammer 40,000 for a long time, there's some really nice payoffs to some very, very long-running arcs. It is all I can do not to try and prod you to tell them more about it, because Eddie's given me a bit of a rundown, and it's been hard for me to not just want to kibitz about it with every single Warhammer fan that I can come across right now. It's very, very cool. So if you like the lore and the narrative of Warhammer 40,000, что за черный парнишка за танком? Блин, это, видимо, в предыдущем ты имел в виду картинки. Хер его знает. А я сейчас в своем же трансляции перемотаю сейчас. I've got mixed feelings about the Lion, but he is the best Primarch, let's be honest. Come on. I can't lie with that. Он сказал, что Лев лучший примарх, смотрите. The last thing, though, to say about this is that in the Arcs of Omen book 5, the Lion will fight Angron. Говорят, в книжке последней Arcs of Omen будет сражаться Лев с Ангроном. They will have a showdown in book 5 of the Arcs of Omen. I'm ordering this poster for behind me. If you if you are a Lion fan or a Angron fan, please let us know in the chat who you will be rooting for in that particular battle. Can we do a poll there in the chat? I mean, maybe. We might be able to do a poll. Who should win or who will win? Who will win? Говорят, делать ставки, кто победит, Лев или Ангрон. Да, уверен, Льву какие-нибудь правила надают, там, бовых 100%. In fact, I think we told everyone here it was the biggest Warhammer preview we'd ever done. In terms of the amount of stuff. Говорят, что это самый крупный Warhammer превью, который они когда-либо делали. По количеству типа стафа. Ну, окей, показали примарха, уже круто, но немного. О, Хорус Хереси. Неожиданно, блядь, скачок у них. Есть уже арк на русском? Нет. О, кто любит правила Ереси или не любит, вот можете ему выдавать свои... Спасибо. На Катонии какой-то будет. As the War Master's fleets were advancing on Terra, a small detachment, calling themselves the True Sons of Cathonia, decide to peel away from the fleets and
retake Cthonia in the interest Не больше одной вунды в фазу. of their Не больше одной вунды в culture. ход. А вундов у него будет 9. So the book opens up with a really big, extensive narrative of the actual Cthonia campaign itself. Then we go into a section that sums up what all of the big factions within the Horus Heresy are doing at this point in the war. We also have some new core scenarios for the game. So if you wish to play through the events Новые described in the миссии к narrative, Ереси we've got some появятся. special scenarios Напоминаю, that что are сейчас, themed по around сути, Siege of основные Cthonia. миссии только в Gave рульбуке people находятся. a basic way of doing Zone Тут Mortalis будут новые game миссии именно. in White Dwarf when the new edition came out, and this takes that and expands О, it Зона into the full Морталис будет system. для So Ереси, full Zone правила. Mortalis scenarios and system in this book. It's also got a really interesting section on Space Marine inductii. We've got a new type of console, which is called a Decorium. We have the Infernus Abomination. And then the last thing in the book, there's a Новый number вид of special консула будет characters, там. special models that you can take. There's the two main leaders, the two main special characters, Garrus, Evander for the Imperial Fists and Varanasha Haddon for the Sons of Horus. We've got models coming out for those, rules for them in here. Ага. This is the first of the campaigns of the Age of Darkness series, and we intend to keep going with these. One really important thing to say about this book is it's designed to appeal to all Horus Heresy players. It's also telling a really important part of the overall story, and it's also giving people rules and scenarios and all the rest of it that will appeal to everybody. Ну, говорят, короче, правила и сценарии там будут. Заебись, четко, молодцы. So that is a brand new narrative expansion book for the Horus Heresy. Black books are back. Yeah, so one of the things Гарус? that was a Что? huge Да, hit там Гарус. with the first edition of Калибровать the Horus будет. Heresy were the black books. That was basically the main way that you engaged with the game. And they had loads of really rich lore and background and maps and all sorts of really cool stuff. And it's been a year since we've had... It's been one of the biggest questions we see on a regular basis is when are the big black campaign books coming back for the Horus Heresy? And yeah, so this book is the first of that ilk, and it's absolutely jam-packed with stuff. We heard from Andy Hoare there. Бля, меня пугает. Они говорят, что это вот, по сути, возрождение черных книг, которые выходили к Ереси раньше, которые, по сути, кампейн-буки. Ёба народ этого казино, опять 25. Опять у нас будет то же самое. Я этому не очень доволен. Boarding the Vengeful Spirit or various different flagships and Gloriana ships and the То есть, battles that типа, happen on board them. большим шансом расширения для Ереси в дальнейшем будут опять идти вот по этим книжкам кампейнов, в которых будут рандомным образом правила для отдельных фракций выдаваться, для отдельных не будут. Это не очень классно. Для сынов Хоруса вроде второй. Первый чарактер для кулаков, второй для сынов Хоруса. There's a certain driving passion that exists there for Warhammer and for the brain and for the game that it is sort of hard to rival, and it's magical to see amongst the folks who are actually designing and building the product. And also to hear him talk about it as in his own words inside of our regular meetings, a historical war game in a sense. And that we view the heresy itself as a historical moment in the history of Warhammer. Yeah, I think there's a really interesting thing about the Horus Heresy, which is that when people get really into it... Смотрите, и тут опять эта петушиная возня пошла про этот исторический wargame. This bit of the lore, I read this story, it was really cool. I want the faction, the specific company or chapter that took part in that battle, and these campaign books basically go, here is a bunch of really cool они, в принципе, гоняют все по кругу. Мне просто сейчас интересно, они покажут новые миньки для Ереси? Ну, то есть, типа... Просто, типа, они обещали, что у нас сегодня самый крупный Warhammer превью будет, который за всю историю, да? Примарха показали круто. По Ереси сейчас будет книжка, это, конечно, это не круто. So one of the other things too is if you ever happen to see some photos, if you're ever at one of the events we're at, we actually have a 64 square foot Horus Heresy Istvan Massacre battlefield with hundreds, if not 1,000, I think at this point, miniatures, recreating the whole experience and some of the like. Говорят, у них там стол, который диорамный, огромный, с Ересью, круто. Блин, могли бы фотку здесь показать сейчас. Звони, блядь, звони на стрим. Алло, блядь, ГВ, где анонсы ГВ, блядь, давайте. Не, кошка тоже недовольная.
fall completely, or they had loyalist elements. Секунду, животное So one of the выпущу, things но that's пока quite они все равно interesting даже in this ничего book по is делу you не get говорят. some loyalist elements of the Thousand Sons Legion join alongside the Imperial Fist for the invasion. So Really? yeah. So I'm going to pick them. So I like the Thousand Sons. They're like one of my choices. You're a fan of the small So- contingent of loyalist Thousand That's Sons. exactly it. I'm All a right. fan of those. That's a deep cut one. That's also Absolutely, quite a sneak peek absolutely. for those. Ну вот, кстати, миссии показывают. Okay, so that's Кормишь Horus Heresy, really cool. Mission Rule, This book is Special gonna be Rule. accompanied Ой, by блин, не loads and прочитал loads of какие там new stuff, Special Rule, thermal интересно, rules, миссии brand есть. new miniatures, all sorts of cool things. We are now going to jump to the Mortal Realms, where something ancient and prehistoric is. It's a good cut to jump from the immortal legions of the Space Marines, many of whom die constantly in the Horus Heresy, into the mortal realms of the Age of Sigmar. Flawless segue. Имхо даже не сама мини, а импакт на вселенной, которая окажет его появление. Вот да, это было бы интересно. Но моя ставка, правда, нихуя еще не будет. Все опять вот будет So that is стоять и the все. rest of the Seraphon forces. We've always seen some new models on their way at some previous previews. But this Ну, is короче, the обновление rest для of the range, Серафоном. and Они уже и так thankfully, показывали Seraphon has часть now been мини fleshed для out этого. to be one of Теперь the вот еще новые. best-looking armies in Age of Sigmar, I in my feel like a opinion. 12-year-old again. I want to name all of them some form of Saurus. Аградон Talk about how much лансеры, a bunch of clever girls these наездники particular ящеры на models are. ящерах. I am excited собственно. about this. As someone who's relatively new to Age of Sigmar, this is the army that got me into it. Yep. To begin with, and I am over the moon excited about what these miniatures mean for my Людоящеры из ДНД, да. maybe not for my wallet, but forgetting that part, I'm just excited to collect them personally. Well, so Lizardmen was my first army when I started playing Warhammer. Really? Yeah, absolutely. Okay. So I've got a definite soft spot for these guys. Бахнули пельмени, Absolutely. да, вот. So Ну, сейчас these будут are incredible бахнувшие models. So пельмени. this is Но, the кстати, Agradon интересная штука, Lancer что unit не from Seal было Sigmar. раньше This ящеров вот effectively именно replaces среднего all the размера Warhammer наездников, that we потому currently что have in изначально the были вот Agradon эти вот range. They are наездники на ящерах, но это были significantly bigger огромные than твари, the да, вот current эти у нас, heavy по сути, cavalry, танкообразные, да, а the это Seraphon. первые вот This такие, is ну, a как бы, very, типа very кавалерия hard-hitting именно. unit. They are elite Saurus riding on the back of fairly large, angry reptilian cavalry. They are a grinding force in close combat. Are they reptilian Блин, or правильно are they кто-то more говорит, like avian? это же можно использовать, I если вы, короче, mean, собираете so саламандру they себе, are но effectively the хотите dreams of frogs from собрать another что-то dimension. So I под think the evolutionary tree probably волков, doesn't но в really стилистике apply for саламандр, у вас Dinosaur можно использовать серафонов. monster heroes from space. Absolutely. Можно, But то есть, the models вульфинов are делать из incredible, тех, I можно think. делать If you are a painter, Seraphon вот have всадников, leaped например, на up волках. the list of armies that would be a treat. Because not Офигительно. only do you get to play with incredible color schemes for them, but the new miniatures are Утро so начинается не с detailed, кофе, so утро начинается с wonderful. дерьмовых This анонсов. is an alternate color scheme for the Agradon Lancer. That's amazing. There's some Какой really, really он nice new color schemes. жирный прямо, да? Такой прям приятный ящер этот. И хвостик, хвостик, смотрите, какой хвостик, смотрите, какие перышки у него. В Старколлектинге? Не, ну в смысле, смотрите, соосом типа стало появляться. Это раньше в ФБХе были вот только вот большие динозавры. Или не было? Миш, ты путаешь, у них были наездники на холодных ФБ? Были? Ну ладно, тогда все. Тогда путаю. Простите, чат. Белая схема прикольно, кстати, выглядит. Ну ладно, мне нравится белая схема покраски вообще в целом. Но она прям круто. Холеный. Да. Волк Саламандр Михаил своими конверсиями обкололся смолы, небось, уже с утра. Да я же не спал еще, поэтому у меня как бы... Я еще не спал. Не, чё, минька у льва очень красивая. Минька у льва очень красивая, я не спорю. Я другое дело, знаете, не понимаю. Мне по ощущениям, они льву уделили меньше времени, чем, например, этим ящерам.
как бы, ну, знаете, типа, новые миньки это хорошо, но, блядь, у вас новый примарха вышел. Вы, может, там побольше покажете, про детали какие-нибудь, там показать, как его моделька проектировалась, там, не знаю. Странно, вот немного это не находите? Донатик еще залетел. Вернулся на Тфи после где-то года перерыва, даже больше. И сразу на анонс льва. Миша, ты как и в прошлом гей. Рад, что стабильно. Денис, передавай ему мой привет. Скоро приеду в гости к его сладкой попке. Лизардмены позами вдохновлены популярным аниме Драгон Болл. Гей из Воронежа плюс в чат почпокаемся. Блять, Шон. Кто? Чат плюс чат, если ты представляешь Шоном тоже. Блин, прикиньте, как было бы смешно топ-донатером вывести Шоном, чтобы был бы. Все подписывайтесь, Шон Гизатуллин. Ну, спасибо тебе, Шон. In times of peace might help the skinks kind of construct pyramids or fashion things or move heavy loads around. These guys want none of that. They are just angry, massive crocodiles that just want to run into enemy units. Кто-то трогал его за пипиську. Чат, кто-то трогал крокодила за пипиську. Смотрите. Видите, за пипиську трогают крокодилов. Тут. Кто трогал? Опять трогали крокодила за пиписьки. Не, ну и правда, фракция выглядит круто, тут ничего не скажешь. Прикольно, по крайней мере, уникально, тут ничего не скажешь. Ну, говорит, можем показать вам обложку. Ну, заебись, спасибо, что показали обложку, охуеть, вот это новость, блядь. А можно, ну, там, типа, хотя бы правила, может быть, рассказать кусочек оттуда или что-то такое. Это, знаете, из разряда, блядь, у вас есть книжка лучше, у нас есть, блядь, обложка для книжки. Я и что? Прекрасно получилось. Это был лев? These units, so the battle tome, 2 units of Raptidons, the Slan-made priest, and a unit of Saurus, and then that will коробочка be будет. Swiftly afterwards by the release. Ну, хорошо, кстати, да, стартануть, прям купить коробку. Кстати, интересная штука, что, ну, как по мне, что по меркам серафонов, коробка, в которой нету вот этой мелкой пихтуры, а все модели достаточно крупные. Забирай хлеб у Варкома, зачем он начал нужен? Let's have a look at the video and see what. I really gotta say, before we even talk about those, the marketing studio, the Warhammer studios that put together the vibe and the theme of these videos never gets enough credit. It's pretty amazing. I'm always entertained by it. But tell us about these models. Он сказал, что вот, прикольно, что такое сделали ролик, вместе их поставили, типа, спасибо. Блин, ну смешно, что как бы людям приходилось работать и новости выдавать, блин, ну, мощно, да.
Новые батлтомы, вот это да. Ну, блин, как будто бы они не вышли. Я не знаю, но типа, знаете, может, я что, токсичный чат, типа, но мне кажется, ну, блядь, очевидно, что вышли бы новые батлтомы, что для осярхов, что для вампиров. Ну, типа, очередной осярх, но он кардинально визуально не отличается. А обложка почему вампира старая? Ну, блядь, просто. А чё вторую новую рисовать? Деньги сэкономим. Надо же деньги экономить. Да, мужичонка будет... Типа он собирает осярхов новых. Как-то это в правилах у него будет отображено. Ну, дайте догадаюсь, у него будет что-то а-ля призыв будет какой-то. Или ремонт, скорее. Не, показали Льва, потом Ересь, а теперь перешли к Аосу. Но я думаю, по всем системам сейчас пройдемся. Launched with the last edition of Age of Sigmar, and this brings it into the brand new edition, along with lots of all the new rules that other battle tomes recently have got. So it kind of updates it across the board and makes them kind of compete really in the current edition. Ну, говорят, типа, усилит очень сильно осярхов, круто будет. Заебись. So this is Ivya Volga, and she is a outcast of the house. Сам не смог прочитать имя. She is a wandering lone Ивья monster Вольга. hunter, woodswoman. She wanders out into the wild places of the mortal realms. She finds monsters. She chops their heads off and she drinks their blood. So the other vampires are sort of like not 100%. Короче, вампир, который питается монстрами. She's still part of the family when you know when push comes to shove and the armies march against them. She can still join the fight. She is accompanied by a swarm of bats, which she uses to kind of swamp enemy units and monsters to help her kind of even the odds. Да, чатик, где лайки? Подгрузите лайки пока. Волга. Издалека долго. Издалека Волга. Я не знаю, не рассказывать, насколько это мрачно, типа, но я не знаю, выглядит типа как кек какой-то. Вот честно, Минька очень смешная какая-то, не выглядит она грозной. Ну, килл-тим у нас еще остался, по идее, Некромунда, Варкрай, Улей на голове. Не, это шапка, это шапочка. Сейчас вы молодцы. Баба-казак с папахой, может, ей дадут пулемет. Было бы весело, кстати. У гномов-то брала бы, тут даже Блорна было бы все. One of the most popular armies now in Warhammer Age of Sigmar, and this book brings them bang up to date with loads of cool stuff that your army can do. Говорят, что одна из самых популярных армий в Age of Sigmar. You've got even more. I feel like no one would have predicted that this was going to be an Age of Sigmars. И 40-ка десятка. Ну, после анонса Льва прямо шанс на анонс Десятки падает куда-то в пол. О, мужики. But here we are, Властелин колец? Trudging through the mud to bring Sigmar's light to the realms. Мужики, работяги в броне, работяги с щитами. Так пафосно анонсировать Селюка, мое почтение. Свободные города типа будут. Черный экран. So, Cities of Sigmar, that is the new infantry that is on its way for the free peoples, basically, Sigmar's mortal followers. So, just to set your expectations. Короче, морталы для сигмаритов будут. Города Сигмара, да. Ну, кстати, миньки прикольно сделаны, мне нравится. Вот прям красивые ребята. То есть это прям такое, типа, фэнтезийный, а-ля какая-то, типа, пехота. These people have to face flying sharks and huge uruks and vampires and monsters and pretty much... So they're the human equivalent of Croxigors then? Yeah, well, not really. If you're looking for the absolute underdog of the Mortal Realms,
Сид, Деградорг, база, то, что я должен в это время в кровати лежать. А они какие-то анонсы скучные. Где интересные анонсы? Где, блядь, десятка? Культисты Зигмара, да. Мы Михота. Не, ну пока что из всех аутских мини, которые показали, это самые лучшие. Мое мнение, не знаю, вот плюс чат, если согласны. Мне кажется, они гораздо прикольнее получились, чем и этот и осиарховский мужик, и вот эта вампирша, и эти ящерицы, вот типа круче всего этого. In the mortal realms. We'll have lots more stuff for the Cities of Sigmar over the coming weeks and months as we kind of Нет, то, что в этом не узнается ни Бретония, ни Империя, это я согласен. То есть, ну, на ФБ это вообще не похоже. Они лучше, чем Лев. Они лучше, чем Лев. Чат, ставь, не знаю. Пиши в чат, не знаю, значок вопроса, если согласен, что они лучше, чем Лев. Роудмап показывает. Весной клинки Хорна, Геденис Сланиш, Осиархи и Дрейвлорды. Летом выходят Серафоны, Дженералс Хэнбук и еще что-то. И осенью выходит еще City of Sigmar и что-то еще. Короче, пока... Я, блядь, очень рад этому роудмапу, блядь, в котором нет всей информации. Это вообще ор. They're going to land in summer, as will the latest General's Handbook. And then in autumn, we have Mystery Book 2, which I'm not going to tell you about today, but just very tantalizing, very mysterious. Негр тянут толстомордый белый с And then Cities of Sigmar will be with us before the end of the year. So we'll keep you up to date. We'll give you lots more information about the Cities of Sigmar. But whether it's Seraphon, Cities of Sigmar, or any of those other battle tomes that are on the way, it is a pretty exciting few months, actually. Короче, говорят, вообще такие, блядь, будут классные книжки. Такие там расширения по правилам. Ух, блядь, обосретесь. Гигачат бомжик Вирджин Лев, да. Что да, сделано классно. Kill Team Galfall. I am a huge fan of Kill Team, and these are two amazing kill teams. And we're nearing the end of the story of Gallowdark. Yeah, so this is Gallowfall, which gives you a hint about what might be occurring in the narrative. This is the last installment in the current season of Kill Team, which is the Into the Dark season where we're inside spaceships. And the reason this is the end of the season of this is that... Короче, конец сезона какого-то сюжетного Kill Team. Кто, блядь, знал, что он вообще существует? Ну, это не сюжетно. Absolutely, all the best bits of it blow up. That's kind of how it works. Welcome to Warhammer. And this Space Hulk is crashing into a planet, and this last ну типа понял, типа все события начиная с Into the Dark разворачивались на Space Hulk, и он типа падает на планету. Crashes into a planet and is obliterated. I gotta tell you, the Votan team has all the hallmarks of a great action film in terms of how they're equipped as well. My favorite being probably the minigun. Да, говорят, что типа оборудование, ну типа точнее обмундирование у гномов очень сильно отсылает к всяким старым экшн-фильмам, типа там а-ля «Чужие» и прочее, потому что действительно там чувак с миниганом, чувак с каким-то планшетом, там какой-то типа милишник, там типа разные специализации, прикольно сделано. All sorts of cool stuff, and this guy has decided he's going to go with They're like laser space. They are like laser knuckles, but even so. Ну, видимо, в Into the Dark был сюжет. Absolutely. Никто не знал. Бройлер 747. But let's take a look at some of these Leagues of Votan in a little bit more detail. So it's based on the current plastic kit for the kin, which is already really короче, апгрейд спруйка будет для хардкинов, для гномиков. Прикольные, кстати, прикольные. Вот, ну, прикольный чувак с кастетами, ручки прикольные для гномиков. Вот это вот весь апгрейд-пак для этого чувака правого прикольно выглядит. Но это, в принципе, как было часто. Видите, выходит коробка киллтима, там одна фракция — это старые модельки с апгрейд-паком, а вторая — это полностью новые модельки. Вот тут тоже опять новые бисманы.
get that. И гномики с Do we have the апгрейд-паком. rest of the pictures there as well? Yeah, there's that. There's the minigun. That's the one I want. Plus, what better inside of a spaceship than sort of a jump pack, right? Yeah, you got a jump pack too, which is pretty cool. Ну, I like связка гранат. the Ironkin, who's got the kind of the tech assistant, who's got a kind of data pad there, which is guiding them through the ship. Ну, кажется, самое классное, конечно, это миниган. Миниган вообще топич. They are an equal opportunities employer. Yeah, absolutely. Мне прям интересно, как козлы будут играть в килл-тим бомжей. Звучит интересно. Ну, We возможно, да. haven't really seen Beastmen in Warhammer 40,000 properly for a long time. We saw a few of them pop up in Blackstone Fortress, but they were Прикольно, что definitely like бисмены именно сделаны не the как side не thing универсально, rather а than именно main для event. 40. Именно бисмены для I 40, don't это think интересно. so, no. There's a lot of chaos spikes on these guys. This is a brand new kit. It's very flexible, so much like lots of the other kill team kits we've seen, the bespoke kill team kits. Говорят, что you can набор build типа them in loads of очень different ways with вариативный, different можно собирать options прям for по weapon много heads как. and, is Это не гномы, это interchangeable ability between дворфы. them. Each one is a specialist, Это, блядь, so карлики. it's very definitely a combat-focused kill team, but you've got some slightly stealthy ones. Ставь лайк, some если ты magic-y согласен, ones, что это you've got карлики. some with, extra equipment like smoke Трехствольный grenades, gas миниган. Ну, grenades, как бы, you've got сколько some есть with стволов. bionic bits, some that like charging and ramming stuff. Да, So говорят, if you're что looking типа for an очень вариативно все aggressive можно kill по team, сборке, можно it собрать gives you сильно some их options, разному and выглядящие. much like lots of Это the other круто. recent kill teams like the Recruit and the Eldar, the level of detail on Ну вот those что будет kits входить is в коробку, то есть really, опять really lovely. стеночки у нас, In the detail и extends вот to эта the вот terrain as медицинская well. You can see станция, we've got one of the плюс last expansions to the вот set. эти вот Got a bunch of канистры power с pods that людьми you can jump into за мной, anyway тут, from и вот trouble эти with вот space, and you kind of end up спасательные, with a set to finish off that спасательные sort of капсулы. well-rounded Ну collection. как раз спасательные You get a капсулы, little потому medical что bay, which is корабль quite cool. There's падает, some там stasis сказано было, pods. что Again, типа another надо будет form of спасать powered своих pod. I ребят, get it. и This чтобы is a спасать, sort of видимо, надо feed that's залезать в running эти on your капсулы. Ну, beast. собственно, We как в can have ролике that было. pod to them on occasion. I think what I really like about it is it's got a feel of like a really old school Ждем Warhammer по-английски set, сказал which is бисмена под basically got Даркмехов, dwarves да. fighting beasts. Надо раздобыть их только. But they've put them in space in a spaceship, and they've all got like laser guns and chainsaws and stuff. And laser knuckle dusters. And laser knuckle dusters. So it just Ну, они feels все еще really, рассуждают really про Warhammer поводу at the same бисменов. time Ну as да, being, прикольно то, что бисмены именно, completely вот ты science смотришь Once от again, 40, we see то this есть у них whole там Hulk пилы unit мечи, fighting там over была all these пистолеты months и прочее. is crashing. It is crashing, yeah. So the climactic final installment to the current season of Kill Team, two very, very fun kill teams to expand it. Да, там новый вариант стен Just a дверей, really да. fun box. I'm That's what excited soon. too, Это not мы to like берем. give another shout out to Adepticon, but right over there in the other room, we've got literally what, like a 100+ player event of nothing but in the Говорят, dark рядом terrain and по everything else соседству, happening говорят, tomorrow and долбится next day. 150 человек, ну, в So, a lot of смысле, играют. excitement around the end of the season of Into the Dark, but also it's still kind Да, of бесты были в alive and Чернокаменке. playing Там it 4 all штучки over их the было. world right now. Yeah, yeah. And Into the Dark as a way to play won't go away. That's Ну, а all до in- этого миллион лет inside, назад. Kill Team, so it gives a very different feel from playing Kill Team when you have ruins and things. It's a very claustrophobic, close quarters thing. And both those Kill Teams actually, Leagues of Votan, very durable, lots of very dangerous short-range weaponry, and the Beastmen team, very good close combat. You'd imagine. I haven't seen the stats in huge detail, but They're Beastmen pretty good. notoriously hard to kill. Ну, Let's говорят, not что, forget короче, that in Kill Team, козлы all these будут в teams килтиме considered прям the очень хороших elites, ТХшниками. in a Прям, sense, короче, right? These are ебучку not отрывать your будет на раз. dregs. These are sort of the best of the best going on. Yeah. You know, especially difficult best special of course. operations kind of. Yeah, the best of course. Bravo, well done, Eddie. Excellent joke. I love it. Anyway, what do we have next? Well, we've gone from above the world and crashing into it to under the world. О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, блядь. Я думал, это будет сейчас тиранидов покажут. Сигмариты и денщиты. Choose your fighter. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Ну, короче, понятно, это этот, Underworlds. Звучит, конечно, те еще уроды там. Прикольно. Warhammer Underworlds. Что там? Weird Hollow. Та-та-та! Достаточно пафосно, чат. I'm super excited. It's a bunch of Siege models that looks like they really took the full brunt of what happens when you really followed Siege as far as it can go. Tell us about this, Eddie. So this is a brand new season of Warhammer Underworlds, and it brings with it a new Stormcast warband. Ну, короче, новый сезон опять Warhammer Underworlds, новые две банды, стартерная коробка. А то, блядь, мы не поняли. А то мы не поняли такие, что это такое, ГВ? Может, это коробка, там солдатики есть? Они такие, нет, там солдатики, теперь не будет больше в стартере. Здорово, чат-то подтягивается.
these kind of take it to the next stage. So it's weird hollow. It is a magic-themed season for Warhammer Underworlds. Говорит, магический тематический сезон. This being a new season, it is Я really бы good посмотрел, to как там они jump очередную into банду Underworlds if клинков you've, Хорна not played сделают. it before. It comes with all the things you need to play. So you've got a board. Меня уши заложило, понимаю, от All the пафоса. dice you need. You get 4 decks. So you get a deck for each of the warbands. You also get 2 more rivals decks. Ну, как всегда, рассказывает про состав стартера, но он достаточно стандартен. Yeah, so those decks work with any of your existing warbands from any season of Warhammer Underworlds you've ever had, and also work particularly well with the 2 warbands that come in this box. I think the stars of this box, though, I think are the miniatures as ever. Warhammer Underworlds has like a reputation, I suppose, for having some of the best. Доброе утро. Я еще не ложился, значит, утро еще не наступило. Но солнце уже зашло. Units. So we'll start off with Philim's Pandemonium. So you've got your sorcerer at the center there, and they have Philim's Pandemonium. Называться банда будет. Ну, прикольно, что они сделали прям уродов ебаных каких-то. Вот это классно. Потому что если бы они сейчас сделали бы опять вот стандартных клинков каких-то, это было бы грустно. Потому что никто из, ну, вот, здесь представленных не похож на старые модельки. Вообще. Дикрок. Что? Гномы Дипрок. А, это кто с задержкой, видимо, еще смотрит там. Yeah, I really like the central character, Philim, the sorcerer. Да, надо быть просто excited. 2 очка в банде. Да, кстати. Just gives you an opportunity as a painter to just do some really wild stuff. And I think in terms of, you know, left field out there warbands and just miniatures generally that don't come much more wild than this. Собирайся в колледж, Ересь. Девушка с орка секси. Это, да, плюс в чат, если тебе нравится, что это вот это секси или та, которая была дзинчевская секси, потому что пока что звучало как будто дзинчевская. Equipped in Thunderstrike armor, so they fit in alongside the recent releases we had alongside things like Dominion. Just really, really nice Stormcast models. So each one is, you know, a great считается, что у них хаммеры. Some really nice stuff going on with the bases, really nice poses and proportions. Again, if you're looking for a painting project. Не, в принципе, ладно, согласен. Он там расскажет, что там офигительные модельки, красиво все. Не могу, в принципе, поспорить, действительно, модельки сделаны очень красиво. Those effects and those practical magical activities that are happening on the base. It's fascinating to see, and also, you know, can't wait to see in a game where someone throws a colonnade at someone. Yeah, absolutely. Дичитка чисто секси, да, согласен. Тоже скажите, это очень сексуально, когда у женщины как бы один глаз ниже другого находится и на разных сторонах головы. А чё-то 40 так мало. Я, блядь, тоже пока не всем понимаю. Я бы сказал, вообще всего мало. Я все еще не вижу здесь такого, что это что-то невероятное, чего не было еще. Ну, типа, окей, примарха показали это. Вот то, что показали примарха, единственное, что отличает этот адаптикон и этот Warhammer Preview от любого другого. Вот я не знаю, вот скажите, кто помнит, что было? Был разве хоть какой-то адаптикон, который был как-то сильно не так насыщен? Миша, у него 3 руки, это хорошо, согласен, это тоже круто, да. Что она может делать 3 руками, ух, вообще. Лучшая часть женщины, да. It might come in one box alongside your warband, or you could just pick up one of these, a box like this, which comes with lots of different options, and all of a sudden. Ну, короче, они 25 раз рассказывают про то, что вы можете купить эту коробку, и это вот этими вы карточками можете играть для любой банды, а можете не для любой банды, можете для этих банд. Ну, спасибо. В смысле мало. Льва показали. Валарка, наверное, все. Молодец уже. Ну, не, ну показали, красиво, хорошо. Listen to this amazing preview. We got to see the lion. That was pretty cool. We got to see Underworlds. Говорят, заебись, льва посмотрели, заебись, согласен. Good times. I'm pretty tired here. We did a live preview at Adepticon, an amazing show. I think we've got nothing left to cover, right? Чё, он говорит, я так устал. Блять, сука, это я тут не устал. Чё он устал? Чат. Майк, блять, какого хера ты устал? Я вел трансляцию рано ночью, точнее, рано с утра, и я не устал. А ты устал. Warhammer.
Давайте десятку за анонс, типа под конец. Вот из-за анонса десяточку. Вообще хорош, ладно. Это будет круто. Желеман. Victory. That is what the preachers cry from the spires of their temples. What commanders tell the soldiers in their service. The Indomitus crusade meets with triumph after triumph. Day by day we tear Imperium Nihilus from the despoiler's grip. And though we are beset on all sides, with each battle we drive back the mutant, the heretic, the alien. As I speak these words, our forces engage the remnants of Leviathan. Примеры с огнеметами. Это такой бы теж Reclaiming не lost у всех worlds, будут. atoning for old shames. A crusade to cleanse the stars. Taking the fight to the enemy. Мультимельты и 3D. Ой, 3D, We routed the Tyranids at Baal. We broke their Да, hive примеры fleet. с мельками. Soon, their foulness will be but a memory. That is what the preachers say. С лаской, огромный ебаться, ласка. Ласка, как Кастаферума. Belief will not save us. Lies will not protect us. Комби-мельты. But it is our hope that will damn us. Ой, термоса. Карландские, кстати. Да, это был телепортный конец. The spies and the slums. Не узнал. Его карман будет. Our people sing of victory. Victory as the galaxy burns. Victory as the Imperium rots around us. Victory as humanity rages against the dying of the light. Victory. Так, ну на Warhammer 40, говорит, нам зайти сайт. A new edition of Warhammer 40,000. Десятка, блять, охуеть, ничего себе, под конец что оставили. Смотри, молчали, Any твари. idea? So good. I gotta tell you, growing up my whole life as a fan, there's something about the grim, dark 41st millennium that when you watched, and it was beautiful and it was stunning, but when you watched Sister, Adeptus Sororitas and the Ultramarines crushing some Necrons, there was a little bit of hope. There's a little bit of a glimmer. That's all gone. Yeah, that was
That was the grimdark 41st Millennium to a T, and that was not a happy video. It's the first time I've seen it tonight, and I am Ну, типа, короче, да, действительно, видос очень гримдаркный получился. Это, кстати, один из немногих промо-материалов, где умирали где умирали Space Marine. Обычно, если вы обратите внимание, например, на арты, нигде не умирают Space Marine. Races is measured in awful. Minutes and hours. It is terrible, but it is a wonderful place to have a hobby. And why don't we let the people who actually wrote the game tell us a little bit more about Absolutely. that? О, And we'll tell you a кто lot. писали правила, короче, сейчас нам расскажут. Фил Келли сейчас, блядь, выползет. Warhammer 40,000 is the world's most popular tabletop miniatures game. Это вах, самая популярная игра. 40 тысяч. Ха, сосата ос, простите, не удержался. Players command armies of genetically enhanced super soldiers, brutal monsters, powerful aliens, and destructive war machines to play out spectacular battles in the 41st millennium. Our mantra with this new edition has been streamlining. We've been listening to the community, and that's a large part of why we've decided to focus the game as much as possible. How can we keep the tactical depth and richness that players love, but examine every rule in the game? Does this need to be here, or is there another way that we can achieve the same result? To secure victory, you must understand your strengths and the strengths of your enemy. We've fundamentally changed the datasheets from the ground up, making them much more accessible and really focusing the rules onto the datasheet themselves. What the team's been able to do with this is really look at every unit in the game, make sure it has a really clear battlefield role and a thing for it to do, and then write the right rules for it. Your datasheet rules all fit on a single card, and your army rules will fit on a single page. One of the things we wanted to ensure was that everyone got правила to на одной карточке будут правила одной модельки, и правила всей армии будут на одной all of the rules странице. for everyone's armies via the datasheets and their army rules will be available for free. From the darkness between the stars, И говорят, бесплатно будут доступны правила для армии. spawns fresh horrors. It's a galaxy at war. This is the onset Звучит of как what the шутка. Imperium will regard as the fourth Tyrannic War. This is the largest Tyranid swarm ever recognized in the galaxy, emerging when no one's expecting. Самое большое нашествие Segmenting тиранид будет Pacificus. за всю To be a историю. warrior of the Emperor in such times is to face an array of nightmares. What we've managed to achieve with this edition is a game that One players Page of Rules, Warhammer блядь, 40,000 реально One love Page for its Rules. tactical depth and choices, but is streamlined and plays much quicker. The end result is faster, while still keeping all the flavour that you've come to love in Warhammer 40,000. For players who've been with Warhammer 40,000 for the last 35 years, they've never seen anything like this before. We've never shown conflict at this scale. Immersive and thrilling new gameplay. Discover a major new narrative in the fourth Tyrannic Правила War. уровня технолог. A Алло, new блин, edition ГВ. of Warhammer Алло, блин, ГВ. 40,000 Короче, эти deploys правила. this summer. Весной. So that's the Warhammer 40,000 studio had to say about some of the changes. It sounds very exciting. It's very exciting. Так, We'll ну talk about какие some of the изменения? depth, in fact, in this very live stream, Eddie. But it's fascinating to me because Ну, there's a кошка whole спит, давайте не будем по ней bunch to звонить. unpack about the new edition, not least of which is what's going on with the lore of the 41st absolutely. millennium, as well as what's happening with the rules. What is a streamlined experience actually Да mean? хорош Is it душнить, still давайте 40K рассказывайте, блядь, come тут to пиздят love, без вообще не по делу. as well as what do free rules mean? Because there's a lot more to that than what you Yeah, might there's expect. lots of lines there thrown away. That Да, have была quite big тофна. implications. Yeah, we'll take some time to get to you, but I feel like the one thing we're missing is, well, the reason It's we've the all gotten into miniatures. the hobby in the Yeah, first place. Why don't we take a look at some miniatures? О, на миньки посмотрю новые. Так, миньки. Блядь, не миньки, ГВ. Новые термоса. Ха! Сосад, блядь, карлики получают обновы. Карлики обновы получают. Ну, термоса, по крайней мере. So, Terminators are back. These are the first company of the Space Marines. Бля, можно было показать, типа, не знаю, не одну секунду, а еще 0,5 секунды. А, ладно, вот. Ух, какие ля, какие. Ну, блин, снимаю просто свою шляпу. Круто сделано. Очень круто сделано. То есть они, в принципе, выглядят как стандартные термоса, старые, но просто заскейленные и с классной броней, и с классными, типа, деталями. As well as the way that the miniatures themselves have been scaled over time. And I'm especially excited because as I was watching the chat during some of the videos earlier, I saw a bunch of people saying, Ну и, кстати,
кстати, заметьте, как круто выглядит наконец-таки сосолтка. Сосолт, который все время выглядел как говно, вот сейчас выглядит прям как настоящий миниган. Да, нет, сделано очень круто, сделано очень круто. Но они про это как раз рассказывают, что типа они старались сохранить эстетику старых терминаторов. Primaris Terminators, they're not necessarily firstborn Terminators. Any Space Marine can earn the right to wear a suit of Terminator armor if they prove themselves to get типа, это не ферстборны, и это не примарисы. Типа, все могут теперь носить термоармор. Кстати, а помните, были слухи про то, что устранят, типа, различия между примарисами и ферстборнами, будут просто Space Marine. Вот, возможно, это нас к этому ведет все. And we're not being cheeky when we say that we've actually handled both the long-running demand for new firstborn miniatures and for Primaris Terminators. Because they are, when all is said and done, Terminators. And there could be anyone. Ну да, смотрите, они, в принципе, говорят, что это подтверждение той инфы, которая была, что была инфа, что будут новые миньки для карлонов и будут новые миньки для примарисов. Термоса для примарисов, точнее, будут. И вот, это новая минька для карлонов и для примарисов, потому что и термос для примарисов, потому что их все могут носить. You can actually look there at the Terminator in a bit more detail, and you can see that like every single element of it, all like the pipes and the cabling and the storm bolt. Но мне нравится, вот, Антон, такая стилистика термосов мне нравится. Ну, переделать, конечно, детали. Но пропорции у них крутые, да. Пропорции круто сделаны. And obviously the Terminators come with all sorts of cool kit. The Power Fist and Stormbolter are standard. The unit also obviously comes with an assault cannon. We saw one of those earlier as well. So it's Stormbolt лучше детализован. such an iconic unit back in Warhammer 40,000. Посмотрите, насколько он выше, насколько он круче. Он прикольный, что они не только выше их сделали, они сделали его прям больше. Вот во всех отношениях. Он просто здоровый. Он и в плечах выше, и бедра. Вот посмотрите, у старого какие карликовые бедрышки, и насколько у этого жирный прям. Within the range of miniatures that are available for the Space Marine faction to kind of perfectly land in that new wave of miniatures we've seen over the last several years. They look really good as well, facing off against something like the more recent Chaos Terminators, some of the kind of the bigger character models. So your Не, ну 3D-модельки такие уже давно были, да. Leading a squad of these guys, and obviously every chapter, all the main chapters we know about have their own particular special brand of Terminator. So the Death Watch, the Archangels. Поза Бонда, да, да. Тарантадам, только это было сейчас, мне кажется, розовая пантера. They've got some serious beef. But so every chapter's Terminators are cool, and these models allow you to be as cool as Terminators always should have been. I couldn't agree more. And speaking of the beef that they have for Tyranids, we've shown you a new Space Marine miniature, but it seems fair to show the other side of the coin. Тираниды сейчас покажут, видимо. Новых тиранидов смотрим, чат. Кто у нас плюс чат, если тиранидов собираешь? Ганты новые, блять, наконец-то. Не прошло и 20 лет прошло. Новые ганты. Ну это, блин, ладно, заслуженно, потому что они старые. Слушай, по-моему, 40 миллиметровки или я что-то проебал? New Termagants. So Termagants are the most numerous forces of the hive mind. They spawn them out in their millions, in their billions. Да, новые ганты. Across the planets they're seeking to consume. And the new Termagants are a glow-up, basically. Только они говорят про термогантов. Интересно, хармоганты-то останутся? Eddie, a little known fact is that a Termagant was the first model I ever painted, and now I can't wait to paint millions more of them. Yep. So here we are, a closer look at them, and you can see that the level of detail on these is so crisp and so lovely. Это вот вообще не сравнить со старыми термогантами. Старые ганты — это просто такое посмешище, типа, эти гораздо лучше выглядят. Прям сильно лучше выглядят. Ну, они покрашены, конечно, хорошо, но выглядят они сильно лучше. Все еще стримим. Но интересно, они будут дуал-китом с хромагантами или нет? Потому что если нет, это будет Ор.
that sort of very foreign, very alien, very truly. Бля, вот это забавно, знаете, про примарисов, ну вот про термосов, они рассказывали достаточно, ну как бы все по делу. Тут вместо вот этого водяного пиздежа у них было очень много чего по делу сказано. Тут вообще ничего, типа. Слушай, не, ну типа они крупнее, они жирнее, ну то есть они прям очень хорошо сделаны. Ну посмотри на старого козла этого. You don't have to scream it to me. Yeah, and there are some things that we've never seen before. So one of the hallmarks of the Tyranids, I suppose, is their continuous adaptation and evolution in the face of challenges. And the Hive Fleet has definitely taken that on board with its latest. And we can see here in the scaling again that while the Termagant has definitely come a long way from its very tried and true, the trusty, rusty old plastic kit, it hasn't been. Когда уже анонс десятку уже анонсировали. Ну вот интересно, что-то пусть помимо мимик что-то нам расскажут. Нет, детализация очень сильно повысилась. Да, такие же качественные скульпты были уже в 3D-печати, да. Это отдельный кек, это отдельный кек. Crispness on that model, and you can see now that like contrast on that miniature or like a wash or a dry brush or something like that is going to pick out all that detail really nicely. Ну да, но по сути, да, минька та же. Нет, это на самом деле хороший ремастер, то есть по сути действительно. And besides just the miniatures, there's a whole lot going on in the 41st millennium, isn't there, with the arrival. То есть это минька выглядит так, как ты ее запомнил. The actual development of the universe itself, Eddie. Yeah, so the new edition of Warhammer 40,000 is the new Tyrannic War. It's the fourth Tyrannic War against the Tyranids. So what we saw at the end of the Arcs of Omen with the Return of the Lion was the end of that story. So that has a really solid conclusive. Ну, короче, главная история, походу, будет в десятке, это про сражение с тиранидами. Сколько тут сидим? С 5:40 утра. Picked up the lens of what's going on in the galaxy. We've moved it to another part. In this instant, it's the western rim of the galaxy. So if you're это еще и другое место вообще будет. They do. They come from the east usually. They come from the east. So if you're familiar with your Warhammer 40,000 lore, you'll know that generally speaking, the Tyranid invasions have all come from the galactic east, and they've kind of picked off Macragge and it was always told as the beginning of this tendrils with the Hive Fleet in theory behind it. Yes, so what we've got now with the fourth Tyrannic War is the forces of the Leviathan. The Imperium has been fighting them for quite a long time, and they thought they kind of got their measure, right? They fought them at Baal. Broke their fleets at Baal. Yeah, they thought they might have seen the peak of Leviathan halted, and that's absolutely not true. What we're seeing now Короче, is the other side of the galaxy, this считалось, что раньше на Баале был самый типа большой столкновение с тиранидами, и типа по сравнению с тем столкновением, короче, то столкновение это вообще херня по сравнению с тем, что сейчас будет. Орда с востока, да. Да, если кто, да, тираниды, короче, с востока будут нападать. Sort of almost the terminal threat that Tyranid represent. It's not an unknowable, who knows how much more it is. They're so large that the entire galaxy is now surrounded effectively. Absolutely, yeah. So just another apocalypse to add to the growing list for the Imperium. Well, should we talk a little bit about Let's talk rules. О, про правила, блядь! Чат, блядь. Anyone will wonder how much will we talk about the rules reveal right after the cinematic, but we'll do that. We'll talk a little bit about what does new 40K bring from an actual playing of the game perspective. First one is we mentioned that the game has been streamlined, it's been simplified. The game is not simple. Let's remember this is still Warhammer 40,000. Упрощение будет. Не супер легко, но упрощение. Our community has grown up around enjoying recreating battles on the battlefield. But from a simplification perspective, there's been an enormous amount of work done to make the game less dense, to make redundancy and minor rules spread across numerous publications less complicated. Короче, менее сложный в плане тысячек публикаций, которые сейчас есть. These next elements of the game, a good example is instead of having, let me think of it, if you were to run a Space Marine detachment today, Space Marines army, you might have a book that has several pages of stratagems, you have several pages of psychic powers, you have warlord traits, you have relics, you have all these rules and layers of rules. Ну, говорят, миллионы правил сейчас есть у маров, когда ты играешь, типа. You want to make them ultramarines and add that on top, then you got more pages of rules and stratagems and so on and so forth. Типа куча страниц стратегем и прочее. The value of things like stratagems and enhancements to your
to your warlord or to some of your key character units. But they've been simplified down so that when you're playing, you'll have one full page spread open. And on that one full page spread, you'll have a series of stratagems, about 6 on average per army, as well as a series of upgrades. Где-то в среднем 7-6 стратегем на армии будет. And a subfaction rule, effectively, to whatever your army may be. И они стараются сделать так, чтобы ты, когда играл, у тебя была одна страница с правилами, и ты просто на нее смотришь, и там все правила. You'll take that one-page spread of rules and replace it with a different one, so that you're always working with a really tight, streamlined set of rules, but still the same depth that you have today within the army, different stratagems, different abilities. And then a number of different stratagems, rules, and other things have been taken and put back onto the datasheet to really bring the units to the forefront of the game as an experience. Наконец-то. Многие, штуки, которые были раньше в стратегемах, будут вернуться в правила юнитов самих, а не в стратегемы. То есть в дата-щитах будет больше информации. The morale phase has been moved into the command phase and rejiggered entirely with something called Battle Shock, which we may talk about a little bit more here. The psychic phase has been broken down into the actual data sheets of the rules and abilities. So it's not a psychic phase there anymore. Isn't an actual psychic phase anymore in the game. Instead, psychic abilities are baked into the units themselves. They still work in some Психофазы больше нету. How psychic powers work today, but it's not an entire phase that applies in very different ways to different armies. So, for example, a librarian might have Smite, which would be a range shooting attack with a psychic ability. Yes, with reflections of Теперь Smite, например, это просто шутинг-атака. High level, with the potential to inflict mortal wounds and other things, but still focused as basically a shooting attack. Whereas, some of the psychic powers that might buff a unit or debuff a unit are more baked into an ability within the data sheet as opposed to, an entire phase oriented around the functionality. Ну, то есть фазы, главное претерпевшее изменение фазы — это психофаза, мораль-фаза и команд-фаза. Psyker within the Astral Militarum might not be as reliable getting off their abilities as Magnus the Red, who's probably not going to fail them in your typical So Magnus the Red has a range. Но все еще какие-то броски придется делать для психотестов. As well as a range of other psychic abilities. As well as opposed to just a generic psychic ability that every other Psyker has. Yeah, you mentioned a little bit about morale and battle shock there. I think obviously we'll dive into all of these rules in a lot more detail on the Warhammer community site over the coming weeks and months. But I think one of the things that I really like about the new edition, the changes, is that you don't lose models in morale anymore. You don't have you don't fail a morale tech and actually just take units off. It just На морали ты больше не теряешь модели вообще. It does. It works much more like a unit that's been broken up and banged up within a very fast-paced, sort of almost modern firefight, and that those units might not interact as well with rules and with grabbing objectives and other things as they normally would. Короче, ты просто получаешь дебафы, но не теряешь модели. Whereas today you might, kill off most of the models in a unit. They barely pass the morale test. A couple models survive, and they go hide in a corner on an objective all game, and they're basically fine from then on out, even though most of their units been devastated. Battle Shock will have less of an impact on models disappearing from the board and more of an impact on testing. Да, короче, он будет теперь новая механика, сконцентрирована именно на дебафов от морали, а не просто убирание моделей. Depending upon how they hold themselves together in the face of the ongoing attrition of Battlefield. Should we talk about stratagems a little bit? There's definitely fewer stratagems to remember. There's many more stratagems that are core stratagems that you'll commonly see in gameplay. Whereas whenever you play a faction, you basically always have 6 stratagems available. Yeah. And if you decide to play a different variation of that faction, you'll take those 6 stratagems away and replace them with 6 new ones that are for that variation. Ну, короче, 6 стратегем будут у фракции во время игры. So you have a very common, a list of common stratagems that everyone can use, and that's a little bit bigger than it is now. And then you have a much smaller list of ones that are specific to the faction. Короче, общие стратегемы их станет больше, типа Command Reroll, автопрохода морали, вот этого всего, но индивидуальных стратегем станет меньше. Rather than dumping all of your command points on turn 1 into a series of combos that makes it feel like you're playing against, again, the front of the book as opposed to the armies and the data sheets that are on the tabletop. Also, let's be very clear. We've re-indexed the game. Ну да, индексы будут. Все, кодексы идут в жопу. As are all of the core rules to play the game. So that means on the first day of the new edition, if I've got an orc army, which I do, I can get my core rules, I can get all my data sheets for my orcs, and I can play a game with an army on the first day. Все индексы будут бесплатными на релизе редакции. All of them are free and available on day 1 to play with, and the points are going digital and free as well on day 1. То есть все правила в сети будут бесплатными в день релиза. So those are a little bit like the War Scroll cards in Warhammer Age of Sigmar. So all of the rules are kind of compacted onto a single card. Yep, and you no longer necessarily need to bring all of them with you. If your army only uses 10
data sheets instead of the 180 you have in Space Marine or however many it is these days. You only need to bring those data sheets with you instead of lugging the whole book because, again, you just have that one open page or a couple of data cards of your actual army rules and stratagems, and then your individual data sheets. That was a common thing, wasn't it? That we were being told from the community was like, О, вот как будто зашито выиграли теперь. 40,000 as a game, but there's a lot of rules to carry around, right? There's rules bloat in terms of the things you have to remember, but also the amount of books that you need to take with you when you Move, play a game. Тафна, Сейф, Вунды, Ледак и less things to know about your opponent's army, but the variety of it in terms of like the choices you have. ВС и БС перенесены в этот. Но, блин, ВС, БС все еще фиксировано возвращение, говно. And it's, when we say it's simplified, it is a much more accessible thing to get into. And we've done a lot of interesting things with the rules to make it more innovative and more immersive to build a diverse army as opposed Короче, иммерсивные правила пытаются они делать. Or on paper the best units. And the way it's been simplified is you take a character, your warlord, you take up to 3 of any data sheet, or up to 6 of any basically troop or dedicated transport data sheet. And that's it. And so you need to have a warlord, and then you take up to 3 of most units. Additionally, there's been a great deal of work in putting things like what used to be individual unit stratagems and other abilities. Надо брать варлорда и минимум 3 каких-то юнита. A good example being that a Space Marine captain might have a really powerful ability, but only one model per turn can use that ability, and so taking a second or third one isn't necessarily a value add. And there's many different units that, instead of there being a stratagem where after your unit shoots and targets a unit, now your other units get a benefit against it, there might be a key unit that provides that buffer benefit to your army. And so working Ну, опять про то, что многие обилки и стратегемы перенесены в юниты. Is oftentimes by design much more impactful and useful and interesting than simply taking 3 of one thing and 3 of the other. So army building has been simplified. Короче, создание сбора армии проще, чем раньше будет. Там не всем трупсы, но не важно. In a way that at the moment you might be relying on stratagems or something to do a particular niche or to fill a particular need. A lot of the time the unit and the data sheet will allow you to do that. So that's why you take that particular unit. Much greater focus on your army doing the work of being an army as opposed to how can I take the most optimal units and then use my stratagems or the sort of front of my book to do all of the work. Yeah, so I think we had an example data sheet that might be worth talking through some of the things. Ну вот, quite a lot different from the data sheets we have at the moment. Data sheets are heavily different, and with the decision to index, there's also the opportunity to revamp the way a data sheet looks and works and is designed. Here you can see the new termagants, which is quite cool. They have an ability that focuses on how the unit behaves and is very thematically tied to them. I guess one of the things before we get too into it is that the data sheet does look quite different, but actually the effect in terms of what it does in the game is not a million miles away from the way that Warhammer 40,000 works today. So no, it's going to seem very familiar. It's not a move to something like Age of Sigmar where every unit hits or wounds on a fixed number or something like that. Instead, it's still very similar to what you'll remember or recognize from Warhammer 40,000 today. But the ranged weapons and melee weapons and things like that have been moved into their own profile. You'll notice that attacks. Да, ну типа, короче, ВС это теперь кусок оружия. They're moved into the weapon. That allows us to do a wide variety of things with the way that the units are designed, such as something like chainswords or a Space Marine captain's power fist versus a Space Marine sergeant's power fist. Those things can all be somewhat different, and they can reflect the way the individual models work rather than being hard tied to the individual model's attacks. Говорят, что типа это позволяет им больше как бы правильнее балансить Objective control. So OC effectively establishes the value that each model in a unit has if it is within range of an objective marker. OC это, короче, обсек типа новый, видимо. То есть больше нету обсека, теперь есть это вот типа параметр оси. Он обозначает, сколько каждая модель скорит как бы в очках, ну, короче, точку. Интересно. But it also means things like knights, which particularly struggled with. То есть, типа, каждый термагант будет считаться как, ну, типа, 2. А, например, какой-нибудь, скорее всего, там, warrior, ну, предполагается, как 1. When you look at things like what does optimal mean, as some of the folks who play the game at some levels focus on, instead you can go, well, this unit may not have the same damage output as another unit, but it's much, much better at grabbing objectives, which still remain a very key I imagine part of how the game is termagants are going to be relatively cheap, right? So that's probably one of the cheapest. I don't think they're going to cost the same as a Terminator. But that's one of the most efficient ways to fill the board with objective control. Absolutely, which is exactly what termagants tend to do. And we've done some things to make the units actually reflected in their datasheet abilities in a very interesting way that reflects how their actual lore works.
There's a whole bunch of work done to look at their lore, at their IP, and make sure that the abilities actually reflected. Ну, это интересно. Но поинт с тем, что типа за счет того, что БСВС заключен в профилях оружия, им позволяет это лучше настраивать профили кулаков, например, для капитана и для летехи, или для сержанта отряда. И я не понимаю, потому что буквально сейчас они так и делали. Investment in abilities and stratagems, things that work during your opponent's turn. Ну, меньше фастер стало. We got a couple of people noticing slight differences in the stats. So, а еще заметь, количество атак в ХТХ тоже часть профиля оружия, да. То есть теперь типа атаки нету в профиле. Правильно, Лёх? Здорово, Лёх. How common AP is across the entire game. There are two major changes that are worth focusing on. That one, in general, lethality is down. That doesn't mean that it's down to a degree that might remind someone of editions many moons ago. You still don't want to stand out in the open in front of a You're probably going to get shot in the open if you do stand in the open. But the game is going to be a little bit less lethal than it is today. Cover is going to work a little bit differently. We're going to talk about all of it. AP is a little bit lower on average. Чуть-чуть откатили они, видимо, power creep, который был, потому что меньше чуть станет АП, ну, короче, урон меньше станет. So if your army has a large amount of access to strength 8 weaponry, strength 7 weaponry, it really is able to wound almost anything in the game pretty reliably, and that's no longer going to be the case. I'm not going to spoil anything for you, Eddie, but there definitely is a much, much higher level of toughness. Well, there's vehicles that have toughness higher than 10. Well, there's vehicles that have toughness higher than 11. Well, there you go. О, тафна теперь более значимое значение теперь. И техника будет иметь часто тафну выше 10 или 12 даже там. 11. And so that kind of brings back not quite the same as armor values back in the day, where certain things couldn't hurt anything, but a much more robust stratification. Yeah, so you couldn't, for example, take, I'm just going to invest heavily in plasma, and that's going to solve the game for me because I've got all the 7 and 8 strength I need. Yep, because while toughness went up on many units, in many cases strength did not go up on many weapons. So a plasma gun has not changed materially in its strength. Its AP might have even changed downward, whereas the units that used to be wounded on 3s by a supercharged plasma gun now may only be wounded on a 5 by them. Wow, that could be big. Substantial changes involved there, and of course the data sheets, you're going to see many more of them in the time to come. Eddie, I know we won't ну, короче, так прокидывают, что там типа изменились. Значения тувун теперь будут часто не такими, как мы привыкли, но как конкретно не говорят. A couple of other things are worth talking about. Boarding actions and boarding patrols from the latest Arcs of Omen books. They are compatible with the new edition of Warhammer 40,000. So if you've been collecting бординг патрули и вообще бординг экшен типа с новой редакцией тоже работать будет. Of infantry to go diving into space hulks, they will absolutely still be able to do that in the new edition. So you can take all those recently constructed armies with you as we go. So that'll be really all of the boarding patrol rules that are in the Arcs of Omen books are fully compatible. They were designed to be that way so that if you've been investing in those books and the amazing story they've told and the rules themselves, none of those are invalidated by the release of the new edition. They haven't been taken away. It's not a short-term use. They'll be usable well into the future. Yeah, which is really cool. And then there is another interesting way to play Warhammer 40,000. So combat patrol is a new thing in Warhammer 40,000, a brand new way to play the game. And the way that this works is different from the way that combat patrol works today. The way it works is that you pitch combat patrols against each other. So the way you choose your army is you pick up any of the combat patrol boxes that we make, and that is your force. You can build it however you want out of that box. And it is balanced. Типа такие, смотрите, новый режим, как вы можете играть. Берете комбат патруль и играете комбат патрулем против другого комбат патруля. А мы не могли этого делать? Я что-то не вдупляю. You are playing Warhammer 40,000 at a very accessible level, and it's really cool for a couple of reasons. Ну, не, прикольно, что они это как бы показывают людям, но в целом странновато немножко. To try them out, basically. So you don't need to put yourself Десятка? together Скоро. 2,000 points worth of models before you can start rolling dice and have a satisfying game. You can play combat patrol and have a really good, fun game balanced against lots of other armies. Говорят, что сбалансировано будет комбат патрули. Сейчас они не очень сбалансированы. Then you can jump between lots of armies again without needing to necessarily collect full forces with combat patrol. I think nuance and context are everything for me on this one too, because
when we even talk about the differences between Combat Patrol and sort of the full-size 40K game, they're very, very minor. So architecturally, it is the exact same game. And what you might see as a change is because Combat Patrol is meant to be both streamlined and easy to play and also accessible to newer players, you might have a unit that has 2 datasheet abilities, A and B, and they are relatively simple in the Combat Patrol. When it moves up to the full-size 40K, that same datasheet is going to have basically the same abilities, but maybe a little bit more robust or more broad sweeping for the full-size game. It's not going to be completely different abilities, and so Combat Patrol is going to very easily navigate into full-size 40K. Не, ну короче, типа Combat Patrol это станет просто, видимо, еще более простым способом стартануть в Аху просто. Типа ты покупаешь Combat Patrol, ты можешь прямо играть, у тебя сразу же это как бы и набор, и формат, в который ты играешь. То есть Combat Patrol это не просто формат, типа в очках, а это будет просто именно формат игры, буквально. We've got one question that's popping up a lot in the chat I just wanted to answer is there's some questions there about Forge World rules. Forge World models for Warhammer 40,000 will also get free data. Да, Форжа получит обновление тоже. So if you've got your Gargantuan Squigoth, it's a great kit. Why would you not, right? Of course Eddie brings up the Gargantuan Squigoth. It's one of the things we talk about all the time. You can still use it. So all Forge World rules will be taken care of. They'll be free, of course, just like all the index rules are on day one. It's worth mentioning we have a new app. Yep. It works 100%, which is one of the important things. Говорят, новое приложение выпустят. Army Builder, all of the rules available in it again, all of the points free and digital on day one. Yep. And so we're fairly excited about all of these. И в нем все будет работать. It should make the game more accessible and more easily gotten into than ever before. Говорят, легче будет там все делать. You will be able to play fully with no caveats or asterisks on day one of the new edition. One of the questions that's popped up quite a lot I just wanted to address is Crusade. So Crusade is absolutely, definitely still a part of Warhammer 40,000. Crusade остается в игре. There will be some ways to, if you've been crusading for the past 3 years and you've had a good time, you've taken your troops through all sort of battlefields to the distant corners of the galaxy. Термосов показали. There will be some ways to port that army into the new edition, which is pretty cool. There will also be some brand new expansions for Crusade. So, the new edition starts with the 4th Tyrannic War. That might give you a sense of where some of the first Crusade expansions might go. But if you enjoy Crusade, and lots of people do, there is still definitely ways to engage with that in the new edition. Crusade все еще останется. Crusade was one of the big hits of the previous edition, and I don't think it's going anywhere. We're doubling down on it on all fronts, really, whether it's in our event scene with things like the Grand Narrative, whether it's in organized play as we start to connect more of a narrative element to that, all sort of globally, or whether it's, of course, in the... Да, хорошая шутка будет работать на 100%. Я все еще не верю, уверен, говнище будет. We'll give Eddie and his team all the time in the world to share all this excitement over the coming weeks to come. Yeah, so new edition of Warhammer 40,000 will be coming in summer. We have a few weeks and months yet before we get there. So летом выходит. Checking out warhammercommunity.com. You can sign up to a newsletter to find out all the news as it happens. We've got loads of stuff to show you, including new miniatures. We'll talk about all the new rules we've mentioned in loads more detail, all the new lore, everything about it. Follow along on warhammercommunity.com and keep up to date. We could talk your ear off all night long. Thank you for getting up so early or so late, depending upon your personal time zone, to share this time with us, to share the excitement with us. We've actually done it twice now, once live for Adepticon and once live for all of you. It's been a pleasure. Eddie, thanks for having me. Did you have a favorite? Obviously, the new Warhammer 40,000 is pretty cool. But did you have like a favorite thing in the other previews we had? I was a big fan of the Lion. It's pretty cool. Короче, Лев ему понравился. But honestly, I'm going to tell you that the Seraphon, I mean, they scratch an itch for me that connects to everything from classic movies of yore to owning every single dinosaur book growing up, and it's one of the armies that I'm actually actively collecting and painting now. So I can't pick just one thing. Suffice to say, it's an exciting summer and year to come for Warhammer. Yeah, it's going to be really good times ahead for every single game system. Basically, is getting treats in the next few months. Thanks all. We won't keep you up any longer. You can hear more in the future. Eddie, thanks for having me. No problem. See you guys. И все, это конец, по сути. Сейчас посмотрим, там должен был сайт заработать. Давайте-ка глянем. Он заработал, как думаете? Они обещали нам его показать. Но показали ли? Работает ли он? Чат, кто-нибудь проверял уже, работает этот сайт? Если что, сейчас откроем, посмотрим. Там, скорее всего, должны быть все эти обновочки, которые сейчас были. А-ля 40к. Так.
Это статья? Нет, статья. Да где они писали это? Сайт работает на 100%. Вот, нашел. Сейчас проверю. Да. Показываю чат. Сайт. Ну, короче, пока ничего нового нету. Пока ничего нету. Не, ну смотрите, ладно, сейчас напряженную гейскую музыку чуть уберем. Сейчас поговорим, подытожим, короче, что мы услышали. А то в уши долбит. Блин, ну они такой тупизм сделали все равно, что с временем трансляции. Я все еще хуею с этого. И все вроде с этого киреют. Ну, то есть, блин, они на Анонс Десятки получили меньше количество зрителей, чем было на Анонс Девятки. Хотя, как бы, Вах стал популярней. Короче, ладно. Что мы имеем постфактум? Типа, смотрите. Ну, короче, что самое главное? Новый лев. Это главное, это круто. Минька прикольная, красивая. Ха-ха, классик, да, сайт не работает, ну, спасибо. Вот, Михаил, мы счастливы? Ну, в принципе, мы счастливы, мы больше счастливы пока что. Мы увидели новых терминаторов, мы увидели, что мы еще увидели? Мы по новой редакции узнали, что будет меньшее количество стратегем, что многие правила из стратегем перенесутся в статлайны юнитов, что статлайн претерпел изменений, но, в принципе, не кардинально прям огромный, потому что, по сути, появился новый стат в виде Objective Secured условного, но при этом профиль оружия теперь в профиль оружия перенесен в ВС, БС и атаки. Вот. При этом тафна стала, с их слов, более значимым параметром. Не знаем пока насколько, но посмотрим потом. Но мы знаем уже, что, например, у многой техники будет тафна 10 или 11, например. Вот. Хотя будет смешно, если 10 тафна будет какой-нибудь лендрейдер, и это будет отличаться от нынешней всего на 1. Но, типа, тем не менее. В принципе, урон в игре понизится. Вот, урон понизится. Да, в ролике мы видели и огнеметный отряд, мы видели мельта с комби-мельтами примарисов. Это что-то новое. Но дредноут, да, с стрелковым вооружением, то есть там был прямо чисто редемптор, но с вооружением, как у Кастроферума. То есть мельта-ракетница, мультимельта-ракетница и ласка-ракетница. Типа такого еще не было. Но справедливости ради, миньки пока этого еще не показали нам. Вот. Правила сказали, точно станут проще. Психофаза полностью уходит из игры. Она заменяется просто правилами в Unity написанные, которые будут. Видимо, теперь просто в определенной фазе будет как-то работать. На примере вот Смайта. Смайт — это просто теперь стрелковая атака. Смайт — это просто стрелковая атака будет у Псайкера. Вот такая вот. При этом мораль и команд-фаза сильно переделаны. И мораль-фаза теперь сконцентрирована не на том, что ты модели теряешь у нее, а на том, что ты типа дебафы получаешь своими юнитами, которые провалили мораль. То есть, ну, с их слов, у тебя вообще никто не будет умирать теперь на морали, у тебя не будет просто исчезать модели. Но что-то будет происходить. Вот. И что на релизе будут доступны все правила, ну, с их слов. Это все забавно, что немножко пересекается немножко с слухами, которые были, но есть различия, потому что они утверждают, что все правила и все даташиты будут доступны на релизе. Вот эти индексы, то есть диджитал версия индексов будет доступна старта, прямо бесплатно, вроде как. Хотя говорилось, что все-таки не все будет доступно бесплатно из слухов, а очень они как-то пересекаются, ну посмотрим. При этом форжа тоже будет со старта, и да, самое главное, что это все еще откат к индексам. То есть мы откатываем, то есть кодексы все перестают работать, у нас будут именно индексы, ну, потому что система прям новая. Вот. Да, психофаза откатывается к временам типа шестерочной, получается, аж. Хорошо, а с ДП типа Ангрон, что теперь как? А что теперь как с ДП типа Ангрона? Что с Ангроном? Что с Ангроном, чат? Кекать, да, скекать с Ангроном теперь. Ну, то есть, остальное пока непонятно, они очень поверхностно. Они, видите, статлайны и показали только гантов.
статлайны показали только гантов. У гантов, например, из нового, то, что у них значение обсек 2, типа, то есть каждая моделька считается как 2, типа, при скоринге. Вот, но это, типа, и самого правила обсек теперь больше не будет вообще. Смайтерная стрельба — это плюс, ибо давно кекал с колдунов со стрелковым оружием. Ну да, не, ну это как раз нормально, что типа косты становятся хоть какой-то подобием стрельбы. Все правила в приложении при наличии подписки Ваха Плюс — это уже бесплатно, да. Ну вот, прикол в том, что они ничего не сказали про подписку. Но вслух как раз было, да, про это. Обилки словами оставили у юнитов. Что? Словами? Ну, то есть обилки, короче, многие стратегемы, которые раньше были обилками и перешли в стратегемы, теперь возвращаются опять в обилки юнитам, да. Это плохо, главное, чтобы сделали, как типа ты или кастишь, или стреляешь. Ну, посмотрим. Смешно, что новые термоса — это точь-в-точь, что самодельные печатные TrueScale модели. Да, да. Трейлер десятки показали? Да, показали. Вахопедия победила, да. А у Примариса Апотекария в ролике редакции был же капюшон Гравис. Да, интересно, что, может быть, Гравис Апотекарий появится. Ну и из интересного тоже, что кто волновался, что Карланы уходят или не Карланы уходят, получает ли Примарис Терминаторы, как раз в чем прикол. Терминаторы, новые Терминаторы, это просто Терминаторы. Они уточнили, что это не Карланы, это не Ферстборны, и это не Примарис. То есть, типа... терминаторскую броню может носить кто угодно. Типа, неважно, это Примарис или Карлан. Вот что прикол. Это, возможно, опять же, повод лишний того, что пропадет разница между Карланами и вообще Примарисками как таковая. Вот. То есть, типа, ну, номинально, вот, как бы хотели Примарис Терминатора, вы получили, только он выглядит как обычный Терминатор. Вот. Правило бесплатного статлайна оружия за деньги. Это, конечно, кек, да. Будет, скорее всего, как с индексами саплами, космодесантов, девятки, убладов, дарков и т.д. Ну да. На одной пушке гантов был твинлинк, так что уникальных правил будет, может. Да, возможно, будет. Да, то есть, типа, похоже, по крайней мере, что будет что-то с уникальными, ну, типа, с общими правилами. При этом еще из интересного... сказали, что, типа, правила армии у вас для игры будут умещаться на одном листе. То есть вам, типа, вот именно для вашей конкретной игры вам нужно будет, условно, там, 6 дата-счетов и страничка правил. Все, типа, больше ничего вам не нужно для игры вашей будет. Ренат еще закинул, говорит, неплохо, не зря потратил свое время на обед. Шутка. Спасибо тебе, Ренат, спасибо тебе огромное. Вот. Там был еще Апотекарий в Грависе. Ну вот, типа, да, но хрен его знает. Ну, надеюсь, что будет. Ну, и Либр в Термоарморе, наверное, новый будет. Опять же, да, это объясняет, почему Либра убрали из продажи старого. А какой кейворд будет? Например, не пример, будет ли стрелять а-ля Трупса? Интересно. Кейворды есть, кейворды все еще сохранились. Кейворды все еще сохранились, но их меньше теперь в статлане, не так много. Ребята сделали One Page Rule? Да, походу. Я ору с этого. Ну, по крайней мере, похоже. Почему-то опять это Ренат на второй раз проходит. Примарис большие карлики, новые терминаторы больше Примариса. А как тогда Карлан влезает в армор? Он как на ходулях стоит. Сейчас они сделают, что у тебя Примарисы и Карланы ничем не отличаются друг от друга. Ну, Бистманов ввели, но это для киллтима, и там всего лишь одна коробка будет. А ты видел столько людей в трансляции в такую рань? Ну, в смысле, нет, но было бы сейчас день или был бы сейчас вечер, людей было бы в разы больше. Я предположу, что людей бы раз в 5, а то, ну, минимум было бы больше. Но спасибо ГВ. И самое смешное, что сами ведущие трансляции охуевали с времени проведения трансляции. То есть я могу что предположить, что это какой-то надмозг у них там гениальный придумал, что давайте ебанем в такое время трансляцию. А когда собираешь ультру и нидов и выходит десятка, да, ты обе фракции собираешь, тебе хорошо. Операция по удлинению ног в сороковнике. ПОК, да. Ну так вот берут просто, это, как там это называется, аппарат Элизарова или как он там. Забавно, сначала половину механики убрали и стратегем теперь обратно, да.
Ну, и стратегемы, типа, они, я не знаю, как это должно работать, но они писали, что стратегемы это будет не то, что ты, типа, взял, вбахнул все свои КПХи, они продолжают тему гнать, а сейчас так не работает, но тем не менее, ты все срал свои КПХи, чтобы просто продамажить противника, и все. А стратегемы, типа, будут такие редко ситуативными какими-то штуками. У меня, блин, час ночи. У тебя час ночи, а у меня 7 утра. У меня 8 утра, я еще спать не ложился. Вот. Интересно, будут ли делать фракционных терминаторов, бладов, волков и драков. Ну, посмотрим. Просто вот смотрите, вылезут новые дарки и новые термоса. А один из самых знакомых юнитов драков, Deathwing, основные... Ну, прям апгрейд-пак просится на них, естественно. Про колонов просто незаметно будут, скорее всего, назовут, что это будут просто космодесы и все. Да, то есть есть шанс, что это вот как терминаторы, видите, они сказали, терминатор это не примарис и не ферстборн, это просто терминатор, в нем кто угодно может быть, типа, и все. И то же самое могут сделать просто, типа, космодес и все. Корфаэрон не дамар, а термоармор носит, да. Трансляция покашивает фанат их мест, что? Лови каждый плевок ГВ. Ну да. Да. А у нас нормально 10 раз ЗБС. Но я говорю, если бы я еще спал, я, конечно, сейчас пойду спать. Думал, может быть, открыть бутылку шампанского в честь новой редакции, а потом, типа, да ну в жопу. Проснулся трейлер редакции, такой себе. Лев постарел. Ну, Лев постарел, да. Герман закинул, говорит. Часть анал карнавала в девятке пошла это из-за того, что в обилке можно что угодно вписать. И это не поменяли. Оставили место для паверкрипа и продажи миник правилами. Да, 100%. Это, типа, не стоит ожидать, что они такие, вот, сейчас мы прям идеальненько, все ровненько сделаем, все будет круто. Да хер там плавал. Хер там плавал. Я уверен, что такого не будет. Сейчас раздобудут просто дополнительные пачку стероидов крылам и скажут, так и было, да. Забавно видеть количество просмотров на трейлере десятки, а потом вспомнить 6 миллионов на трейлере девятки, видимо, это хотел написать. Да, Лев шикарен. Лев хорош, Лев хорош. Я согласен. Вот минька льва, это просто супер круто. Минька льва тут не дать не взять, очень классно выглядит. Лев очень красивый. Кстати, чат. Кто сейчас кинет десятку, тот может стать львом. Кто хочет. Кто хочет резко стать львом до выхода еще миньки. Как только смогу ее получить на руки, будем делать вашу миньку. Это еще видос будет. Вот. Какой трейлер, какое шампанское. Ну да. Какой трейлер, такое шампанское, да. Воображаемое. Пить хочу больше. Водички пойду, попью и лягу в кроватку спать. Лев спал, да. Открыл сейчас Варком, пишут, что флот Левиафан на западе. Да, Ренат закинул. Если в ролике показали только термолибра, это значит, что только либра в термоарморе выпустят. Ну, блин, зная ГВ, можно подумать, что в этом есть некая логика. И, скорее всего, шанс, есть, что так и будет, да. Реально, не шутки, как бы. Спасибо тебе, Ренат, спасибо, Герман. Надо лайков отгрузить. Да, кстати, чатик, отгружаем лайков стриму. То народу кучу смотрит, а лайков не поставили. Да, перепутал. Да ничего, понятно. Я думаю, ты тоже не спал, небось, Миш. Специально сказали, что поэтому и постарел. Да, типа сказали, что Лев постарел. Судя по... минька все равно очень крутая, очень крутая. Судя по отряду в комби... с комбифлеймерами. Вот, да. Отряды комбифлеймерами и мельтом можно будет новые наборчики для новых тактикалов со старыми правилами сбора тактички. Ну да, типа, может быть, будет так, что ты, типа, апгрейд вешаешь просто, типа, одну там мультимельту. Очень... комби-мельтик в отряд примарис суешь. В АОСе вроде редакции называют стратегемой, реакции называют стратегемой, поэтому и, возможно, и в 40 это будет реакциями. Ну, посмотрим. Дед забыл таблетки принять и сбежал, воевал за предателей. Да. Поставил лайк еще до начала. Хорош, Миша, хорош. Чат, плюс в чат, если поставил лайк. Поставки какие...
представляю, какое похмелье у него будет после 10 калетта. Это да, можно ссылку на трейлер. Сейчас, секунду. Давай открою дожди. Мне не жалко. Так, где у нас трейлер-то? Где у нас трейлер? Давайте откроем канал. Warhammer TV. Видео. Вот. Вот вам ссылка на трейлер. Это именно трейлер редакции. А сколько по времени шла трансляция? Час? Слушай, нет, слушай, больше часа, что-то пизжу-то. Полтора часа. Тупо, если сравнивать карлингов и примарисов, у примарисов же органы новые и вообще. Зачем рубрику туда переходить? Да, блин, да никому не будет потом рост разницы. Типа, там типа чуть-чуть отличаются. В статлайне в игре это никак не будет отличаться. Может такое быть. Интересно, если тафна у техники ставят выше, что с тафной у дредаков станет? По идее тоже. В трейлере дредак показал херовость идти в бой с оружием дальнего боя. Как бы гениальная тактика. У тебя оружие дальнего боя, а ты идешь типа в ближний бой. Это же гениально. Да. Вот. Как всегда, в общем. Я не удивлен, что это так сделали. Типа, трейлер должен быть пафосным. Чё, чатик, у вас есть какие-то вопросики? Фига себе у меня стрим отстает. А чё это так стрим отстает? Чат. Есть какие-то вопросы? Может, какие темы хотите обсудить или заканчиваем? Может быть, кто-то хочет стать львом в моей армии? Вот, или я могу пойти спать. Я хочу спать. Я хочу попить и спать. Две вещи, которые меня заботят. В принципе, я, конечно, так, прикольная минька льва, прикольный по новой редакции, хоть что-то сказали, хорошо, хоть заанонсили, спасибо ее. Но в целом ничего феноменального. Да, новые официальные модели крыланов фактически по росту примариса. Да, хочу правила. Я согласен, тоже хочу. Еще 9 утра нет, а ты уже злодействуешь. Да, так я еще в 5 утра здесь злодействовал. Почему, например, дед есть, а на стриме нет? Потому что он спит. Вот так вот. А по моему максимальному мировоззрению изменилось. Да? Подвези меня, Павлик, хочу втащить ему мечом. Да. Иди спать. Сейчас пойдем тогда, иди спать. Сжигаем ваху, это слив. Так, что БС профиль оружия засунули, это, конечно, кринж. Я не совсем понимаю, зачем. То есть, это ничего не меняет. Ренат, спасибо, я пошел. Спасибо тебе, Ренат. Спокойной ночи. Я тоже сейчас пойду. Много перед сном не пей. Да, я сейчас пойду, выпью воды и обоссусь. Идеальный план. Михаил, иди спать, чтобы оставаться таким же секси. Спасибо тебе. Иди отдыхай. С увеличением значимости тафны и увеличением статлайна заиграют шагоходы, скорее всего. Возможно, да. Хотя дродаки-то так-то играли все время. Дед спит, деду не мешать. Да, посплю 3 часа и на работу. Хорош, Герман. Я вот просто я просплю, блядь, весь день. Инфы Лев наплакал. Это да, инфы очень мало. Что по новой редакции? По Льву, естественно, вообще никакой инфы нет. Кроме того, что показали его красивый такой. Но что он из себя представляет, не знаю. Спасибо Алсу за бета-тест. Аосу, видимо. Споки, Мишаня, споки. Отдельный ролик про это будет идет? Конечно. Будет еще, скорее всего, и отдельная колбасятина будет, скорее всего, в новостях мы про это будем говорить и все такое. И сам стрим еще здесь останется, понятное дело. Вот. Спасибо, Алсу, да. Еду в школу и смотрю стрим. Хорош. Удачи тебе там поучиться. Надеюсь, тебя там не сильно будут сегодня мучить. Это плохо, когда кого-то мучают. Ладненько, все, чатик, тогда надеюсь, вы насладились этим стримом вместе со мной. Надеюсь, вы насладились моим обществом. Надеюсь, я вас тут сегодня не задушнил. Может, таблица тафны будет как в Ересе. Возможно, но не факт. Хайп мощи... Нет, не факт точно. Потому что они сказали там что-то про то, что если у тебя 8-я сила повсеместно будет, ты не будешь все вундить на 2+. Короче, что-то непонятное. Да, опять колбасять начнется. БС и сила в профиле оружия.
это одно упрощение, 2 позволяет лучше забалансить оружие перед собой. Никак не влияет, с учетом того, что были раньше такие же штуки, как ну, типа у кулака был минус 2 хит. Какая разница, вот, что сейчас будет у капитана, у обычного оружия 2 плюс ВС, а у кулака 3 плюс. Буду с преподом писать минички, хорош. Или хотя бы если сила меньше штрафных в 2 раза, то нельзя пробить. Вот это будет уже важное изменение, что не будет автопробитий, не будет типа пробить вот этих всегда на шестерки. Это очень сильно может поменять. Тут да, тут согласен. Это важно. Ладненько, чатик. Вас, конечно, тут много еще сидит. Лайки отгружайте. Там, как всегда, лайк, подписка, попе риска. Теребите колокольчики. Кто еще не ложился спать, пойдите поспите. А кто уже проснулся, хорошего вам дня. Надеюсь, вас немножко приободрили анонсики эти на стриме. Вот. И вы все прекрасны. А на этом все. Пока. Берегите себя и свои миньки.